Мир куда-то двигался, проснулся, началась война. Каждый должен был нанести удар первым, чтобы не нанес удар вторым. Во время войны существенное преимущество получают те, кто играет не по правилам. Миллионы людей получили индульгенцию на зверство. Отойдите, так сказать, истинный крест. Святой водой окроплюсь. Война отправляет голодных молодых мужчин заниматься делом. Заработал, украл, сбежал, остался. Режешь младенцев, не режешь младенцев. Борьба за политическое влияние началась с экономики. Когда военные получают неформальную власть за счет того, что война, они потом ее тяжело отдают. Уйдет все в ноль, вы не понимаете, что это за машина. Они, если взялись, они уничтожат до конца. Нет никого на этом свете, кому интересно, чтобы он вышел из тюрьмы. В войнах выигрывают те, кто не участвует. Я сделал для России намного больше, чем она сделала для меня. Я не сумел убедить. Россияне решили жить по-другому. Андрей, вы один из самых известных консультантов в области инвестирования на топ-уровне. Вы владелец собственного имени инвестиционной консультационной компании. Правильно я сказала? Неправильно. Мы не занимаемся консультированием. Вообще консультирование – это такое зыбкое дело. Потому что инвестирование – это не процесс поиска идеального решения, которое ты можешь кому-то предложить на консультации. Инвестирование – это процесс проб, ошибок, диверсификации рисков, составления балансов разных портфелей. То есть мы не рассказываем, как инвестировать. Мы управляем семейством инвестиционных фондов. Если инвестор хочет к нам присоединиться, он вкладывает деньги в этот фонд, и дальше мы уже принимаем сами решения, а инвестор как бы вместе с нами совершает это путешествие. Мои собственные деньги вложены в те же самые фонды. В этом смысле мы в одной лодке. А вы сами богатый человек? Это же зависит от того, что вы считаете богатым человеком. А что вы считаете богатым? Я не знаю. Человеку всегда нужно в 3 раза больше, чем у него есть. И в этом смысле мне тоже нужно в 3 раза больше, чем у меня есть. Я могу себе позволить все, что мне нужно, не думая о том, разорит это меня или нет. В этом смысле я человек богатый. Деньги – это свобода? Один из компонентов, конечно. А что еще? Очень много чего. Знание – это свобода, умение – это свобода, наличие контактов, друзей, любовь, семья. Здесь очень много измерений. Возможность жить в свободной стране – это свобода. Хотя может быть очень много денег, ты можешь быть чудовищным рабом. Совсем недавно я оказалась заблокированной в Израиле в момент критической эскалации боевых действий в войне между Ираном и Израилем. Как и многие, по несколько раз за ночь просыпалась от сирен, сидела в бомбоубежище под грохот взрывов, а утром смотрела на разрушения, которые очередной обстрел принес улицы, где я жила. Вот это Аленби в Тель-Авиве. Через неделю мне удалось выбраться, как и многим, на лодке, но по стечению обстоятельств ночью наша лодка оказалась в открытом море напротив города Хайфа, который в этот момент подвергался самым жестоким обстрелам. Парализованные страхом люди смотрели, как в небе сверкая летят смертоносные ракеты и как вспыхивают, если их сбивает ПВО. Один из обломков сбитой ракеты упал в нескольких десятках метров от нас, подняв фонтан брызг. Было довольно страшно, но я вдруг подумала о том, сколько же таких обломков повсеместно идущих войн лежат повсюду вокруг нас. На суше или под водой. Какой непоправимый урон это наносит окружающей среде. И даже если все эти войны однажды прекратятся, в каком непростительном состоянии мы оставим нашу планету детям и внукам. Как утверждает Кедр Медиа, независимое издание об окружающей среде, одно только Балтийское море можно очистить от боеприпасов Второй мировой войны лишь к 2040 году, и то при условии регулярного финансирования. Кедр пишет, что боеприпасы в море по всему миру представляют критическую проблему окружающей среде, безопасности людей и морской инфраструктуре. Эта незаметная сегодня проблема в будущем может стать довольно серьезной, и я благодарна Кедру за то, что ребята об этом рассказывают. Если вы не знали, Кедр Медиа – самое авторитетное сегодня независимое издание на русском языке об окружающей среде и одно из немногих СМИ, которые я регулярно читаю и полностью доверяю. Своей миссией журналисты Кедра называют помощь людям в решении экологических проблем и распространение знаний о том, как устроен наш мир и как мы на него влияем. Неудивительно, что Кедр, как и почти все независимые экологические проекты и движения в России, признан иностранным агентом. Власти ощутимо боятся тех, кто честно рассказывает о проблемах и бедах в экологии, ведь случаются они, как правило, не сами по себе, а с позволения или по воле тех, кто принимает решения. Если помните, социальные протесты позднего СССР, да и многих других диктатур начинались с того, что люди понимали,
как ради денег власти губят природу и вставали на ее защиту. Впрочем, это уже совсем другая история. А на кедр я действительно от всего сердца рекомендую подписаться по ссылке в описании. Мы находимся в Белграде, на Балканах. И это место знаменито тем, что, в общем, наверное, отсюда берет старт Первая мировая война. В советских учебниках истории писали, что она началась из-за непримиримых экономических противоречий между империалистическими хищниками. Были ли экономические предпосылки к Первой мировой войне? Хотите короткий ответ? Да. Так. Хотите длинный ответ? Да. Не так. Помните Ельцина, когда просили одним словом охарактеризовать ситуацию в России, он сказал «хорошо». Говорит, а двумя словами? Говорит, нехорошо. Если мы сейчас с вами будем так углубляться, то мы здесь останемся до зимы, и когда упадет первый снег, мы закончим. Если говорить коротко, вот давайте чуть-чуть про экономику стран тогда. Значит, есть Европа. Европа – территория золотого стандарта. Монетарные методы не работают в принципе. То, что сейчас великолепно работает на балансировании экономики, тогда не работало в принципе. Европа находится в так называемом колониальном периоде развития. Когда ряд стран Европы, которые имеют хороший доступ к мировым океанам, получили возможность развиваться экстенсивно за счет заморских колоний. Ряд стран, которые не находятся вблизи таких морей, вынуждены развиваться по-другому. И это большая проблема – доступ к морям. Экономика конца XIX века – это очень слабая экономика, которая может разразиться кризисом, катастрофой в любую минуту. Очень аграрная экономика. 30-40% ВВП – это аграрная ВВП, аграрная часть. Что это значит? Да, ВВП – это совокупность прибылей. Это значит, что у вас большую часть всех ваших доходов отъедает еда в этом пространстве. Еду надо производить. Сегодня мы производим много еды, очень много еды в мире за счет азотных удобрений. Азотные удобрения были открыты в 1913 году. Да, и потом стали тем самым ипритом, который убил огромное количество солдат во время Первой мировой войны. Это collateral damage. Вот. А в реальности до 1913 года основным удобрением был навоз. В этих условиях земля, которая производит еду, при такой доле ВВП еды, это кардинальная, принципиальная вещь, которая вам нужна для страны, чтобы страна функционировала. У нее должна быть arable land, которой ты можешь кормить просто людей. Если у тебя нет достаточно arable land, тебе нужны колонии, которые поставляют тебе ресурсы, которые ты можешь менять на еду. Когда у тебя нет ни того, ни другого, то тебе жить тяжело. Каждая из стран, вот в этой большой там пятерке или шестерке, территории Европы, Россия, Турция, Франция, Англия, Германия, условно говоря, чуть поменьше Австрия, Италия, да, чуть поменьше тогда, они формулировали свою стратегию в этой ситуации. Англия – море колоний. С Англией все в порядке в этом смысле. Франция – достаточно колоний и достаточно пахотной земли для того, чтобы кормиться. Германия – у нее нет выхода к морям нормального. И помните, Шлезвиг-Гольштейнские войны с Данией, там, борьба с Россией, в том числе противостояние. За что? Зачем им этот вот, так сказать, кусочек на полуострове? Чтобы прорыть канал между Северным морем и Балтийским. Потому что иначе они даже свои грузы не могли возить только по суше. Да, вот за транспортировку через море идут войны даже с малыми странами в этот момент. На юге у вас Средиземное море, но к нему же тоже нужен доступ. Доступ есть у Австро-Венгрии в этот момент, потому что Австро-Венгрия – бенефициар Берлинских соглашений. Она получила Боснию и Герцеговину, она получила там, Хорватию будущую, доступ к морю от турок. Турки уходят потихоньку. Турецкая империя тогда выглядела как Советский Союз в 90-х. Германии надо что-то решать. Россия прирастает колониями в другую сторону, у нее есть ресурсы, с ней все в порядке, ей не нужны заморские колонии. У нее неограниченное расширение на восток, но России, как державе, которая должна торговать, нужен выход к Средиземному морю. Выход в Средиземное море через проливы держит Турция. Ее, как могли, отогнали, но не до конца. Выход к Средиземному морю можно организовать только через дружественные славянские страны. Соответственно, вот если вы представляете себе Балканский полуостров, Сербия landlocked, за ней стоит Австро-Венгрия, закрывает выход к морю. Для Германии Австро-Венгрия, дружественная страна, после австрийско-прусской войны, после объединения Германии, это выход к Средиземному морю. Это очень важная линия. Для России эта же линия очень важна, но только не с Австро-Венгрией. А ей нужно, чтобы славяне контролировали этот выход тем или иным образом. Англия и Франция заинтересованы в уравновешивании сил, чтобы ни Россия, ни Германия не стали слишком сильными, чтобы они им не мешали в пространстве.
Вот картинка перед Первой мировой войной. Но неравные точки у них на старте, да, и неравная скорость набора высоты у каждой страны, экономического высоты. Часто говорят, что, например, Россия семимильными темпами двигалась к развитию, и у нее был самый высокий темп. Россия двигалась самыми высокими темпами с самой низкой точки. И на 2013 год Россия была одной из самых отсталых европейских стран в этом смысле, при очень высоких темпах развития, безусловно. Технологически она была отсталой, структурно она была отсталой, логистически была отсталой и так далее. Но Россия имела доступ к кавказской нефти, и таким образом вот этот вот новый век, да, нефтяной в Россию входил достаточно хорошо. А для Европы, для Восточной Европы, для Германии, да, главная нефть была румынской. На пути к Румынии стоят Сербия. То есть так или иначе при разных темпах и разных стартовых точках все равно как будто бы они на одной линии. Они были более-менее нивелированы. И что еще важно понимать, мне кажется, был в Европе того времени, включая Россию, один уникальный экономический ресурс. Он был в избытке все время и годился в реальности, он был эффективным только для одного, для войны. Этот ресурс – люди. Человек в Европе с конца 19 века очень дорог, кормить его дорого. Людей слишком много, непонятно, что с ними делать. Слишком много людей, которых дорого кормить – это нестабильность всех режимов. Единственный способ это нивелировать – это война. Война нивелирует население, война отправляет голодных молодых мужчин заниматься делом. И война же приносит тебе возможность их кормить, если ты занял новую территорию. И война приносит тебе какие-то возможности трофейные, и война приносит тебе консолидацию общества. Война формирует внешнего врага и так далее. Война – это очень удобное средство продолжения экономики. Поэтому вторая половина 19 века – это бесконечные небольшие войны. Подготовка. Просто небольшие войны. Я не думаю, что кто-то готовился к чему. Как говорят сейчас, прогрев. Нет. Каждая война имела свой смысл для всех. И каждая война – это такой, вот, так сказать, такой вопрос, как тебе быть с ресурсом, который у тебя есть, который дорог, который некуда девать, по большому счету. Плюс, что важно, все страны наблюдали за тем, чтобы баланс сил сохранялся. Потому что в своей концепции взаимодействия, в своей концепции деления пирога, они считали, что если кто-то сильно вырастет, будет сильнее других, он просто поглотит других. Он станет доминирующим игроком, и местные элиты потеряют контроль. Я думаю, что это фобия наполеоновских времен. Поэтому, когда Россия чуть-чуть высовывается, начинается Крымская война. Альянс всех стран выступает против России. Когда Габсбурги немножко высовываются, значит, все воюют с Австро-Венгрией. Когда маленькая Пруссия воюет с Францией, никто не мешает ей забирать Эльзас-Лоррейн, потому что она маленькая, потому что она не страшная. А когда Германия объединяется, подход сразу становится совершенно другим. И, естественно, как только возникает ощущение, что кто-то может высунуться, остальные организуют альянс и начинают бороться, чтобы он не высовывался. Его военным путем надо туда задавить. И именно поэтому больших войн не происходило до момента, когда случилась маловероятная, но возможная вещь. Образовалось два альянса, которые выступили друг против друга. И образовались они в тот момент, когда недоверие достигло крайней точки. Прежде всего, между Германией и Россией. Для Германии, у которой нет внешних колоний, тут уже не сделали это. Бисмарк в свое время останавливал все время это развитие колониальное, потому что он был умный человек, он понимал, что они опоздали к разделу пирога, это будут только убытки. И в конечном итоге у них появились, там в Африке немножко колонии, в океане, но это не было ресурсно. Им надо расширяться внутри, расширяться в Европе как-то. Как России на восток, им надо тоже как-то. Лейбенсраум – это не Гитлер придумал. Это очевидная совершенно вещь для поддержания возможности существования Германской империи тогда. Расширяться в первую очередь на территории, которые дают выход к морям, и территории, которые дают обрабатываемую землю. Где обрабатываемая земля с 11, 12, 13 века главная житница Европы – это Польша. Значит, очевидная идея – расширяться надо на восток в сторону Польши. Польша находится под контролем России. Польшу делили несколько раз, почему не переделить еще раз? Так рассуждают в Берлине. Возможно, так рассуждают в Петербурге. Потому что с 13 года, после Балканских войн, когда Россия в конечном итоге, даже в итоге этих Балканских войн не добивается прямого выхода к морю, начинается интенсивнейшая программа перевооружения России. Она идет под эгидой общего технологического подъема, но из Берлина ясно видно, что это перевооружение армии. Сроки перевооружения 4-5 лет. 17-18 год Россия будет готова напасть на Германию. Почему напасть на Германию? Потому что Германия и Австро-Венгрия – это единый союз с выходом к Средиземному морю. России нужен выход к Средиземному морю. Как она это сделает? Она это сделает, используя плацдарм, в первую очередь, Сербию.
где после переворота к власти пришли Карл Георгиевича, номинально, а реально пришла к власти военная хунта, одержимая великосербскими идеями националистическими, с желанием построить еще одну империю, сербскую империю, будущую Югославию. В этой ситуации Берлин Москве не доверяет, и они понимают, что в 2018 году они окажутся беспомощными. У них нет таких ресурсов, таких шансов так быстро перевооружаться, потому что у них нет прямого выхода к нефти. Русские блокируют этот коридор. У них нет таких ресурсов там, природных и металлов, и угля, и пшеницы той же самой польской и так далее. У них нет возможности конкурировать на Западном фронте, потому что у них нет нормального выхода к морям, нормальной торговли и богатства из колоний. Надо что-то делать. Поэтому, по большому счету, мы можем сколько угодно делиберировать, что война началась из-за убийства эрцгерцога Фердинанда и из-за Сербии, из-за Австро-Венгрии. Сербам. Да, из-за Австро-Венгрии и так далее. Война началась из-за Германии. Войну начала Германия в реальности. Австрийцы не решались начать войну в течение 2 месяцев. Они писали всем грозные бумаги: вот мы сейчас начнем, вот мы уже стреляем, мы уже заряжаем пушку. И ничего не делали. Потому что они до конца пытались сопротивляться. Была общая идея дойти до Белграда. Нам надо наказать Сербию, но Белград, вы понимаете, тогда Белград был на северной границе Сербии, совсем упирался в границу с Австро-Венгрией. И вот, значит, тогда была идея остановиться у Белграда, потому что наказать надо, да, но все-таки мы не хотим большой войны. Англичане до последнего тратили огромные усилия на то, чтобы договориться, чтобы не было войны между Австро-Венгрией и Сербией. И они очень сильно преуспели, абсолютно не понимая, что война начинается не здесь, что война начинается совершенно на другом фронте, что Германия будет пытаться предупредить российское перевооружение. Немцы достаточно разумно понимали, что им в первую очередь надо атаковать не Россию, а Францию. Потому что если они атакуют Россию, а Франция поддержит и ударит с тыла, то у них будет проблема. Ну, так родились эти Западный фронт, на котором без перемен, Конечно. и Восточный фронт, на котором Германия достаточно преуспела. Конечно, конечно. Но изначальная идея была быстро отбросить Францию, договориться с Британией и атаковать Россию. Заставить Россию объявить войну или атаковать, да, как угодно. Для того, чтобы в конечном итоге расширить здесь территории, навсегда уже решить вопрос с Сербией, что там никогда никакого выхода к морю не будет. И, как мы, как взрослые люди сейчас понимаем, на какое-то время получить себе пространство для развития. Я не оправдываю эту логику. Как, знаете, в старом анекдоте, да, когда мальчик спрашивает, папу говорит: а правда, что Иисус был евреем? Он говорит: ну правда, да, что ж тут сделаешь? А апостолы тоже все были евреи? Он говорит: да, апостолы тоже все были евреи. А как же так, говорит мальчик? Говорит: ну, понимаешь, сынок, время было такое. Вот тогда было время такое, да, такая логика. Каждый должен был нанести удар первым, чтобы не нанес удар вторым кто-то. Ой, что-то мне это напоминает. Да, абсолютно. Очень слабые экономики, которые нужно было Все-таки постоянно слабые. поддерживать. Слабые, конечно, слабые. Конец 19 века. Голод. Там Толстой занимается спасением голодных людей все время. Да, это вот как бы, так сказать, в России, где много хлеба. А Россия этот хлеб вынуждена продавать на экспорт, для того, чтобы получать то, чего у нее нет. Экономика очень зависящая от торговли. И вот откуда взялась война. Справедливо будет сказать, что в конечном итоге эта война кончилась почти для всех довольно бесславно, потому что кончились деньги, и экономики этих стран не выдержали, не потянули войну такую длинную. Я не очень понимаю, что такое славное окончание войны. Союзники победили Гитлера во Второй мировой войне. Вот это было славно. 27 миллионов убитых в России, разрушенная экономика российская, кошмар, который, так сказать, закрепился после этого еще там на 7 лет сталинский. Ну что, много ли здесь славы? Победили, слава богу, да, но война не заканчивается славно никогда. Недаром, если посмотреть на западные демократии, там никто не празднует победу. Это такой, в общем, достаточно траурный день, когда люди вспоминают потери. Не потому, что они не победили, они победили, а потому, что это трагедия страшная. В добрежневские времена и в Советском Союзе не особо праздновали, Конечно, насколько я понимаю. Конечно. И вообще праздновать военные победы, на мой взгляд, несколько извращенная логика. Военные победы могут быть нужны, необходимы, от них можно никуда не деться, но все-таки, какой это праздник? Да, это трагедия, любая война – трагедия. Но не суть. По крайней мере, 2 страны, да, 3 страны, может, Турция, Российская империя и Немецкая, Германская империя вышли из войны разрушенными экономически. Они чисто технически не справились экономически с этими войнами. Англия понесла и экономические, и социальные потери чудовищные, и Англия до сих пор во многом не оправилась от этих потерь. И социально, и структурно.
Некоторые фобии, некоторые социальные изменения английские, они связаны с результатами Первой мировой войны. Например? Например, то, что сейчас там города Средней Англии страдают очень сильно. Потому что во время Первой мировой войны был выбит настоящий сильный рабочий класс, который мог бы, так сказать, продолжать работу, дать новые поколения и так далее. И большой приток иммигрантов разных в Англию связан во многом с потерями демографическими Первой мировой войны. Вторая мировая война показала, что Франция за 20 лет не оправилась от Первой мировой войны фактически. Ну и чего ж тут, да? Понятно, что в Первой мировой войне выиграли Штаты в некотором смысле, которые получили потом рынок для себя лишний. И вообще в войнах выигрывают те, кто не участвует, особенно в наше время. Вот. Но говорить о том, что для кого-то бесславно, для кого-то славно, нет, для всех бесславно закончилось. Никому не нужна была эта война в итоге, это была порочная логика. Но еще довольно важная вещь заключается в том, что то поколение, которое было вовлечено в Первую мировую войну, это поколение мечтателей. Если вы помните, в 2013 году вышел роман Келлермана, он назывался «Туннель», про то, как можно построить тоннель между Европой и Америкой. Да, и все вот эти вот идеи о каком-то новом, потрясающем будущем, вот сколько этих идей было обрублено и какой удар в целом по экономическому развитию был нанесен Первой мировой войне, можно оценить? Ну, нам очень сложно с вами оценить в реальности, какой удар был нанесен. Так же, как абсолютно понятный разговор, что создатель универсального лекарства от рака умер в Освенциме, он настолько же верен, насколько спекулятивен. Но гибель десятков миллионов людей – это огромный удар по экономикам. Разрушение двух государств, которые были достаточно контент, это огромный удар по мировой экономике, потому что они выпали частично или полностью из мировой системы взаимодействия, а результаты Первой мировой войны разрушили идею единой Европы, отложили ее еще на, может быть, 50 лет. Да, может быть, больше, мы не знаем. Довольно круто ее деформировали все-таки. И круто деформировали, безусловно. Плюс эта война еще вызвала, мне кажется, это надо понимать, она вызвала серьезную эрозию вообще экономических конструкций. Да, вы, наверное, знаете, что промышленники российские, например, активно использовали большевиков и вообще активных революционеров, эсеров для зарабатывания во время Первой мировой войны. Они брали госзаказ на производство, там, скажем, снарядов, не производили ни одного снаряда, потом, значит, заказывали большевикам взорвать пустой склад. Большевики совершали диверсию, взрывали пустой склад, и объявлялось, что склад был полным, и они таким образом зарабатывали. И вообще коррупция военная, она же на порядок больше, чем коррупция мирная обычно. Вообще в Англии что-то тоже такое было, когда заказывали ирландским сепаратистам взрывать пустые склады, а ирландцы забирали себе все вооружение. Конечно, это не привилегия России. Люди везде одинаковые. Вся эта система, она очень сильно разлагает нравы. Война вообще очень сильно разлагает нравы. Поэтому экономики вышли из этого либо, вот, так сказать, достаточно разложенными, либо вообще уничтоженными, как в России, где все было сметено, и все потом строилось с нуля. И вот эти нравы, так сказать, российские 20-х, 30-х, 40-х годов, из которых родились репрессии, из которых родилось тотальное воровство, из которых родился бандитизм чудовищный, эти нравы были заложены Первой мировой войной во многом, да, потому что миллионы людей тогда получили индульгенцию на зверство, на варварство. И когда они вернулись, они устроили это варварство по всей своей стране, и дальше они жили десятилетиями в этом варварстве. То есть экономика не может оздоровиться за счет войны? Нет, за счет войны экономика может обогатиться, но она не может оздоровиться. Представьте себе, что вы пошли и завоевали государство, где условно много золота. Ну, так было все-таки несколько веков тому назад, сейчас все переменилось. Нет, сейчас нет государства, у которого много золота, да. Сейчас даже нечего завоевать, по большому счету. Сейчас, так сказать, вы разрушите больше, чем завоюете. Вот. Нет, безусловно, какая-то часть элиты обогащается на войне. Именно элиты, не государственной экономики, то есть не люди в среднем по стране богатеют. Не верю в то, что люди могут обогатиться. Здесь нет ресурса. Да? Перераспределение идет, но ресурс-то откуда берется? Более того, все, что вы тратите на войну, не имеет мультипликатора. То есть, условно говоря, комбайн потом вам будет собирать хлеб, а танк будет на этом поле ржаветь и мешать комбайну. Ну, то есть произведенный танк требует того, чтобы произвести еще 15 танков, и тогда это эффективно? Я даже не об этом. Просто один произведенный танк, мало того, что он требует обслуживания людей, он потом его подобьют, он встанет в поле и будет там ржаветь и мешаться. Еще его надо вывозить будет оттуда. Он не создает новой добавленной стоимости. А гражданская продукция создает новую добавленную стоимость. И в этом смысле, если в идеальном мире, которого не существует, у вас вообще не тратится денег на танки, то ваша экономика чувствует себя лучше, чем если вы это делаете. Правильно ли я понимаю, что если экономика все-таки встала на военные рельсы и производит танки, то дальше много лет вперед ей придется производить танки, и перестроиться на комбайны будет довольно трудно? Мне кажется, очень важно понимать, как оно устроено чуть подробнее, чем лозунги.
Почему милитаризированная экономика плохо перестраивается обратно? Не потому, что это невозможно. Ну, ее же туда перестроили, а почему обратно нельзя? Можно. А потому что огромное количество интересантов есть, которые не хотят этого перестройства. Большой игрок привык зарабатывать на танках. Маленький игрок привык зарабатывать на том, что он делает там какие-нибудь пульты управления к этим танкам, которые встраиваются в танк, или гусеницы для этого танка. Генералы привыкли, что их много, и они много зарабатывают, потому что учения идут. И нужно воевать, да, и так далее. В рамках там, военных санкций поставщики привыкли через тень обходить и зарабатывать большую маржу. Европейские товары через, там, не знаю, какую-нибудь республику Средней Азии поставлять значительно выгоднее, чем просто из Европы для этих игроков. Да, и так далее. И потом, когда война условно заканчивается, то, очень грубо говоря, все приходят к правителю и говорят: «Ваше благородие, детей кормить будет нечем. А там эта война, может, скоро начнется опять. Давайте ничего не менять. Давайте производить много танков. Давайте не будем мириться со всеми. Давайте будем торговать через Республику Средней Азии. Давайте будем держать большую армию, а бы что ни случилось. А если вы этого не будете делать, то, извините, танки у нас, ружья у нас, солдаты у нас, способ финансирования тоже у нас. Может быть, мы хотим тогда другое высокоблагородие на вашем месте». Это опасная вещь. Потому что когда военные получают неформальную власть за счет того, что война, они потом ее тяжело отдают. Если бы не Первая мировая, развитие экономики было бы другим, и, может быть, там, ну не знаю, какие бы вещи случились, в космос бы мы раньше полетели, не мы, как, я имею в виду Советский Союз, а как мир. Я думаю, что если бы не было Первой мировой войны, то Россия абсолютно по-другому бы выглядела, конечно, сейчас. И, скорее всего, Россия была бы по экономическому развитию на уровне Западной Европы. Я не думаю, что там царизм в России долго бы продержался. Возможно, он принял бы форму английскую, да, такую, так сказать, декоративную. Для этого, в общем, все были предпосылки. А может быть, и вообще бы, так сказать, как-то сошел бы на нет, как на Балканах. Но, скорее всего, конечно, ситуация была значительно более уравновешенной. И вполне возможно, что мы видели бы сейчас Европейский Союз в том или ином виде вместе с Россией. И кроме того, конечно, если бы не было... Конечно, это глупое слово. Я думаю, если бы не было Первой мировой войны, не было бы ни СССР, ни коммунистической этой идеи, ни фашизма немецкого, ни нацизма немецкого, ни фашизма итальянского, ни коммунизма китайского. История развивалась бы значительно более гладко. И возможно, есть большая вероятность, что мы жили бы сейчас в совершенно другом мире, в котором было бы больше людей, больше цивилизованных людей, более высокий уровень развития, другая мораль и другая культура. Потому что 2 войны 20 века, к сожалению, выплеснули обратно из себя огромное количество людей с культурой пятикантропов, да, прошедших войну, убийства, которые считали, что это единственный метод и так далее. Культура недоверия в связи с 2 режимами, да, коммунистическим, капиталистическим. Но, возможно, мир был бы намного лучше, чем сейчас. А как меняется экономическое поведение человека во время войны? Очевидным более-менее способом. У вас во время войны происходят 2 вещи. У вас резко вырастают риски, и у вас резко сокращается горизонт. Когда резко вырастают риски, когда резко сокращается горизонт, у вас падают инвестиции, естественно, потому что инвестиции – это всегда про горизонт и всегда про риски. У вас резко меняется потребление в сторону запаса. Люди начинают запасать. То есть немультиплицируемые инвестиции, так сказать, да, крупу, грубо говоря. Да. У вас сильно меняется представление о том, что имеет какую ценность. У вас меняется ценность ваших skills. У вас резко меняется ценность товаров и услуг. И во время войны существенное преимущество получают те, кто играет не по правилам. Потому что правила сильно размываются. Потому что во время войны, поскольку у вас резко сократились горизонты, а правила они тем более жесткие, чем длиннее у вас горизонт, то и значительно меньше становится этих правил вообще в реальной жизни. Формируется таким образом значительно более архаичная экономика, безинвестиционная, со значительно более натуральными, естественными правами и правилами, значительно более ориентированная на запас и значительно более локальная. Потому что логистическое плечо во время войны – это всегда риск. Во что вы бы сейчас посоветовали вкладывать деньги людям? В то же самое, что и раньше. Вы пытаетесь увязать свой вопрос с войной. Но если вы говорите про войну Украины и России, это региональный конфликт. Он на 99% инвестиционного поля никак не влияет. Здесь есть война России и Украины, здесь есть война Индии и Пакистана. Нет войны Индии и Пакистана. Индо-пакистанский инцидент это называется со времен 50-х годов. Арабо-израильская война. Китай все время пытается, значит, начать бомбардировки Тайваня. И еще мы с вами разные новости читаем. Нет, я просто не читаю новости. Вот видите, а я вам рассказываю. Спасибо, но я не читаю новости on purpose принципиально.
Почему? Потому что новости пишутся для того, чтобы вы их читали. Люди читают про скандалы, страхи, ужасы, и поэтому в новостях Китай старается бомбить Тайвань. А если читать материалы более серьезные, то Китай никого не бомбит. Индия с Пакистаном не начали бы войну, это две ядерные державы, это нереально. Они могут обмениваться какими-то уколами, так же, как Индия с Китаем, кстати говоря, там тоже есть свои терки. Но войну бы они не начали. Конфликт в Израиле, мы привыкли к конфликту в Израиле, к огромному сожалению, он есть тлеющий или более активно горящий, он как-то закончится. На инвестиции в Израиль он, в общем, не влияет, как, наверное, мы с вами понимаем. Я не понимаю. Ну, я не вижу, чтобы он влиял на инвестиции. Посмотрите на рынок израильский. Что-то изменилось? Нет. Шекель дорогой. Там дефицит у правительства высокий. Это как-то будет немножко давить. Но израильские инвестиции знамениты же не тем, что они в конкретные мелкие предприятия израильские, которые сейчас будут тяжело себя чувствовать. Они в хай-тек, который продается американцам. И они мало зависят от того, что сейчас происходит. Конфликт между Россией и Украиной, да, это страшная война, которая идет, она региональная. И инвестиции там, даже в ту же Восточную Европу никак от этого не страдают. То есть, если смотреть на экономику, это вообще не похоже на рисунок того, что было перед началом Первой мировой войны? Во-первых, нет, потому что мы живем в другое время, и экономики вообще другие. Паники нет. Во-вторых, паники никакой нет. Перед Первой мировой войной тоже паники не было, кстати. Первая мировая война началась вдруг. Почти вдруг. Да? То есть люди начали что-то понимать за месяц. И то далеко не все. А сейчас, я думаю, что нет такой угрозы. Как видите, западные державы сейчас очень боятся самой конструкции превентивного удара, самой идеи упреждающих действий. Надо начать войну, чтобы не было войны. Эта идея сейчас целиком кремлевская идея, что, так сказать, война – это мир. На Западе эта идея вылечена Первой мировой войной полностью. Вы знаете, это постоянно меняющиеся альянсы, то есть то мы против Америки, то мы с Америкой. Это тоже напоминает эту войну с Океанией, с Аспазией и наоборот. Вы? Почему вы против или за Америку? Нет, я говорю, мы в смысле Россия. А почему они нет? Они тоже их новости, это тоже газеты. Они не против Америки и не за Америку. Там есть свои элиты, у которых свои интересы, которые решают свои проблемы. Сегодня они их будут решать вместе с Америкой, завтра не вместе с Америкой. И вот разговор про то, что они сейчас вместе с Америкой, это же туфта полная. Америка идет своим курсом. Там где-то Россия далеко, где-то, так сказать, война в Украине. Если вы спросите нормального американца, там, что вот, так сказать, война под Киевом, да, Киев это где? Это в России? Будет вопрос. В 22 году, вот в этот шок, в этот кошмар, там, марта 22 года, я там пришел на встречу с архитектором, который мне проектировал дом в Лондоне, а он англичанин абсолютный, Мэтью. Да, и он говорит: слушай, как вы там вообще все? Я говорю: а что? Он говорит: ну, у вас же там война идет. Вот откуда ты приехал? Я говорю: ну, Мэтью, я приехал немножко не оттуда, откуда идет война, а что ты вообще хотел сказать? Ну как, ну ты же вот откуда-то из России, да? Ну в России же война. Я говорю: подожди, нет, ну это не в России война, это там в Украине война. Говорит: в Украине? А Украина это не Россия. Это интеллигент, да, это архитектор, глава архитектурного бюро. То есть для Америки, тем более, для Америки и Европы-то, так сказать, это что-то такое вот далекое. Для Америки это как Индия с Пакистаном, это как Малайзия с Индонезией. Это где-то там региональная война, плохо, очень плохо, что война. Это еще вот, так сказать, какие-то последствия Советского Союза. Советский Союз был evil country. Надо, конечно, как-то вмешаться, надо, конечно, значит, чтобы войны не было. Очень плохо, что кто-то у кого-то что-то захватывает. Кстати, кто у кого что-то захватывает, я забыл. Но судя по тому, что вы говорите о перспективах оборонной индустрии и перспективах туда вложений, вы понимаете, что, видимо, вот эта вот ситуация предвоенная и ожидание войны будет продолжаться. Насколько экономически сейчас все располагает к тому, чтобы началась все-таки большая война всех между всеми? Ожидание войны не приводит к войне. Наоборот, скорее. Да? Так же, как ожидание кризиса приводит к тому, что кризис не случается. Мы только что говорили про 2014 год. Было ожидание войны, и получилась война. Там не было ожидания войны. Австрия не ждала войны, Сербия не ждала войны, Англия не ждала войны, Франция не ждала войны. Германия и Россия не ждали войны. Решение, что надо начинать войну, оно, так сказать, принималось быстро, ступеньками, и было связано с большим количеством таких случайных достаточно развилок. Но в конечном итоге фактором явилась попытка ударить на опережение, потому что боялись, страх. А сейчас, когда крупные державы имеют ядерное оружие, страх ударить больше, чем страх не ударить. Поэтому я бы не ждал большой войны. Но ожидание войны, безусловно, будет много лет, но ожидание войны было во время гонки вооружений. Ровно такое же ожидание, и также точно выигрывали индустрии военные, и также точно они развивались, и война не случилась. Я думаю, что это ожидание войны будет до
оно будет нагнетаться, будет развиваться, будет раскручиваться до смены политического курса в России. Именно в России? Именно в России, потому что Россия vulnerable к смене политических курсов. Америка и Европа for good or for bad. На самом деле, я хочу подчеркнуть, for good or for bad, очень ригидны с точки зрения политических курсов. Они кому-то на горе, кому-то на радость, но не умеют их менять быстро. Там преемственность власти состоит в основном в преемственности направления движения. Меняются люди, система функционирует. В России курс определяется личностью или когортой личностей. Так же, как это случилось, там, скажем, после Сталина, когда пришел Хрущев со своей когортой, Брежнев со своей когортой, Горбачев со своей когортой, Ельцин со своей когортой, Путин со своей когортой. Каждый раз разный курс. Поскольку все мы смертны так или иначе, рано или поздно курс опять поменяется. Фактически сегодняшняя Россия с точки зрения системы управления, она, как это ни парадоксально прозвучит, мало отличается от Советского Союза. Именно система управления. Да, механизм преемственности не простроен, в отличие от Советского Союза. Да, система деидеологизирована, в отличие от Советского Союза. Но механизм построения курса такой же. Политбюро, генеральный секретарь, выстраивание под личную концепцию мира. Меняется Политбюро, меняется генеральный секретарь, меняется концепция мира. Поэтому да, я думаю, что это противостояние будет нарастать до смены политического курса в России. Не обязательно с одной сменой лидера, может быть, с двумя сменами лидера. Мы не знаем, да, не можем сказать. Но так или иначе, да, вот примерно такой цикл я вижу. Мне вообще по вашим высказываниям показалось, что вы чуть ли не трампист. Я не ист. Проблема в том, что мы все хотим записать сейчас всех в исты. Ты какой ист? Да, я не ист. Я пытаюсь смотреть на ситуацию объективно, потому что мне это надо понимать. За мной там 550 клиентов сейчас. Мне нужно понимать, что будет происходить. Иначе я, кстати, применяя любой из измов, потеряю их деньги и останусь без работы. Поэтому я не трампист, я не антитрампист, я там не левый, я не правый. У меня есть свои идеи относительно того, как экономика эффективна, как нет. И их можно скорее назвать правыми идеями, чем левыми. Но Трамп как персоналия мне совершенно не симпатичен. Вы должны понимать, что Трамп – это не болезнь. Трамп – это лекарство. Плохое лекарство – плохое. Токсичное – токсичное, но лекарство. То есть вы считаете, что Трамп – это не дестабилизирующий фактор для мировой экономики, а стабилизирующий? Я не считаю, что Трамп может дестабилизировать мировую экономику или стабилизировать. У него нет таких ресурсов. Все его попытки что-то раскачать, они заканчиваются тем, что мировая экономика покачивается и балансирует обратно фактически. Невозможно, корабль тяжелый. А Трамп – лекарство для Америки. В Америке произошло несколько процессов за последние 20, 25, 30 лет, которые могут очень плохо отразиться уже в ближайшие десятилетия на стране. Надо что-то делать. И Трамп пришел к власти потому, что все больше и больше людей понимает, что с этим надо что-то делать. А альтернативы не видно. Да? Есть вот Трамп, какой бы он ни был, да, популярный, известный, в определенных кругах его сильно поддерживают. И есть то, что привело Америку к границе упадка, к утесу, с которого осталось только спрыгнуть. Ну и теперь надо с этим что-то делать. Правильно ли Трамп действует? Я не могу сейчас сказать. Понимает ли, что он делает? Боюсь, что нет. Как можно доверять человеку, который не понимает то, что он делает? А кто сказал, что ему надо доверять? Ну, вы говорите, что он лекарство. Лекарства бывают разные. Знаете, вы принимаете там лекарство от почек, отваливается печень. Да? Но лекарство не в смысле, что ура, пришло спасение. Лекарство в смысле, что Трамп избран как средство борьбы с тем, что происходило в Америке. За него голосовали не потому, что они хотели Трампа, а потому, что они не хотели то, что происходило. И люди, которые за него голосовали, там есть очень много людей, с которыми вы не захотите сесть за праздничный стол, безусловно. А вы захотите? И я не захочу. И огромная когорта людей голосовала за него просто от отчаяния при виде того, что совершается дома, как в свое время великий классик сказал. И я знаю этих людей. Это успешные предприниматели, это успешные юристы, это люди, которые видят, что в школах происходит, что происходит с промышленностью, люди, которые видят, что происходит с финансами. В этой попытке искусственно поддерживать, да, огромными дозами денежного наркотика систему, куда все это в итоге идет. Если 15 лет назад можно было говорить, ну ладно, это временная мера, и поскольку деньги очень дешевые, то мы можем себе это позволить, то после того, что было сделано в ковид, и после того, как изменились ставки, они не могут себе этого позволить, но продолжают делать. Так ковид пришелся на Трампа, и все, что было сделано в ковид, это его рук дело. Ну, не совсем. Там же как раз выборы были вот на этом рубеже, и пришел Байден. Но это не значит, что ожидания, связанные с Трампом, не были прогрессивными. Здесь есть огромная проблема. Ведь, извините, ожидания, связанные с Путиным, тоже были прогрессивными в свое время. У кого? У огромного количества людей.
говорит на иностранных языках, образованный, культурный, мягкий, рассказывает про демократию все Выходит время. из спецслужб. Окей, Трамп он выходец из девелоперского бизнеса, да, тоже не лучший, наверное, фит. Я сейчас говорю про что, откуда Трамп взялся. Сейчас есть очень серьезная тенденция, в том числе и в основном у людей, так или иначе, обиженных действиями Трампа. Там условных, так сказать, левых журналистов, которые кормились государственными деньгами, которые сейчас эти деньги теряют. Представить Трампа как с неба свалившееся зло на процветающую Америку. Все было отлично, и тут пришел Трамп и все испортил. Это не так. Все испортили, и тут пришел Трамп. Вот это Но вы рассматриваете Трампа исключительно в внутриамериканском контексте, а мне скорее это интересно во внешнеполитическом контексте. Я рассматриваю Трампа во внутриполитическом контексте, внутриэкономическом, я бы даже сказал, контексте. Во-первых, потому что Трамп сам говорит, что, вообще говоря, нам надо позаботиться о себе. Америке Бог дал землю, которая хорошо изолирована от ваших всех там, так сказать, проблем, и мы слишком долго заботились о других и потеряли сами себя. Нам нужно заняться собой. И это очень четкая доктрина и логика. Это раз. Второй момент. Мир – это огромный корабль. Его не так просто развернуть. Посмотрите, да, все попытки Трампа, и изначально его идея «я сейчас приду и быстро налажу». Ну это же блеф. Блеф – это когда человек понимает, что он этого не сделает. Я думаю, что Трамп искренне считал, что он сейчас придет и все наладит. Но вот видите, вот все, что он пытается налаживать, оно не налаживается. Не налаживается и не портится то, что он пытается испортить. Почему? Потому что огромная, очень ригидная машина, она меняется там, в связи с факторами, которые созревают десятилетиями, и отрабатываются эти факторы десятилетиями. И приход одного, так сказать, big, beautiful president мало что может поменять. Так же, как тот же самый Афганистан. Да? Вот смотрите, сколько, так сказать, разных сил пытались сделать Афганистан другой страной. Никто из них не бил в ту точку, в которую надо бить, естественно, да, но никто ничего не сделал. Ни русские, ни американцы, ни местные, ни все силы, которые по периферии находятся. Все равно Афганистан есть Афганистан. В конечном итоге все договариваются с Талибаном, потому что это то, что может держать Афганистан контент. То же самое с другими точками в мире. Ты не можешь прийти и сказать, как эта идея была изначально у западного мира. Чудовищная идея сама по себе, если о ней подумать, что жить надо так, как живем мы, потому что это хорошо, потому что всем хорошо так жить. Они пытались это делать. Они проигрывали раз за разом во всех точках и уходили. И из той же Украины в конечном итоге они тоже уходят де-факто. И тогда получается, что Россия, которая учит всех жить так, как ей нравится, остается и выигрывает? Нет. Уже с Россией будет ровно то же самое, если она будет идти и учить других жить, как она хочет. Никто не будет жить, как хочет кто-то другой. Не потому, что люди такие разные, а потому, что обстоятельства такие разные. Потому что для того, чтобы афганцы, например, решили, что они будут иметь по одной жене, и женщина не будет рожать 14, им нужно отказаться от их экономического образа жизни, при котором чем больше у тебя сыновей, тем лучше ты защищаешь свой клочок земли. А если у тебя сыновей слишком мало, то ты все теряешь, то все умирает, у тебя экономически нет возможности существовать. Для этого у них должны быть построены заводы, как у китайцев, там, на Западе, да, не на Востоке. Они должны для этого совершенно сменить свою картинку экономического взаимодействия. Но кто будет строить заводы? Американцы, когда к ним пришли, дали им очень много демократии, которая выразилась в том, что они финансировали армию. Что меняет финансирование армии, кроме того, что все разокрали, и теперь куча афганцев живет в огромных особняках в Челси и Белгравии? Ничего. Да, поменять экономическую ткань страны, в которой десятки миллионов человек, Америка тоже не сможет. Поменять ментальность практически невозможно. Это поколенческая история. С Россией было и будет ровно то же самое. Вот смотрите, Российская империя. Да, там Таджикистан, Туркменистан. Часть Российской империи. Много лет. Потому что ментальность сильно поменялась. Так почему в конечном итоге важен Трамп для мира, и в том числе для России? А кто сказал, что он важен? Все говорят. Мне кажется, все это чудовищно переоценивается. Как вообще новости чудовищно переоцениваются. Как переоценивается, кто будет президентом. Если вы внимательно посмотрите, как устроены политические курсы, ну вот так, если представить себе, что это многополосное шоссе, каждая полоса – это некоторая, так сказать, зона ответственности политической, то вы очень быстро увидите, что власть меняется, там, скажем, в развитых странах, а шоссе-то идет примерно так же, как оно шло. Оно может поворачивать, но оно поворачивает не потому, что власть поменялась. Вот сейчас пришли лейбористы в Англии. Они просто продолжили те вещи, о которых говорили консерваторы. Они идут в ту же сторону. Почему? Во-первых, элита достаточно едина. Очень сложно вырваться из этой конструкции. Партии, как в Древнем Риме, да, там, помните, Помпей переходил несколько раз из партии в партию, в зависимости от того, где его могли выбрать больше. Сейчас партии выглядят ровно так же.
По крайней мере, в Европе. В Америке, может быть, это противостояние более жесткое, но там и противоречия элиты более жесткие. Одна элита бюрократическая, другая предпринимательская. В Европе это стало мало отличимо. Когда многие партии набираются за счет консенсуса, то это, с одной стороны, отсекает доступ радикальных партий к власти, а с другой стороны, привлекает их для держания золотой акции, получения большинства. И эта элита в этом смысле едина, она конформна, потому что даже если у вас маленькая партия, вас всегда могут кооптировать, чтобы получить 51%. И вы всегда на это рассчитываете, за что продать свои голоса. То есть большинство малых партий в Европе – это как ЛДПР, а большинство крупных партий – это единая система, которая там различается очень маржинально. И в Америке, даже в Америке, несмотря на то, что действительно это, некоторые разграничения есть, все равно у вас есть единый элитарный интерес. Все равно любой сенатор держится за свой фонд, там несколько миллионов долларов в год, который он может сам распределять. Потому что, как мы знаем, распределяется это во многом в пользу его родственников, партнеров и так далее. Любой человек, отвечающий за какой-то комитет или за какую-то систему, держится за свою сетку агентств, куда вытекают эти деньги. Вот видите, да, так сказать, чуть-чуть копнули ложечкой USAID, да, и оказалось, что там, так сказать, обеды в Нигерии по $1500 за обед для нуждающихся. Ладно, обеды в Нигерии, Хамас поддерживать. Нет, это политика Хамас поддерживать, а здесь чистая экономика. $1500 за обед нуждающимся нигерийцам. Сколько там съел нигериец в реальности? Да? Большой вопрос. Сколько осталось в карманах этих людей? Более-менее понятно. Там, не знаю, дочь Клинтона, да, со своими фондами, которые не может отчитаться за распределение 90% денег. Вся элита, республиканская, демократическая, какая угодно, хочет продолжать находиться в этом бульоне. И помешать ей очень сложно. И поэтому даже, так сказать, любые попытки Трампа, вот сколько он сэкономил? 100 миллиардов? 150 миллиардов? Большие деньги на фоне 2-триллионного дефицита. А что с остальным делать? Он увязает в этой системе. Тут, если делать реформирование, оно должно быть кардинально большим, чем Трамп дальше может помыслить для того, чтобы это изменить. Поэтому я думаю, что это не так важно. Будет Трамп, что-то сделает, что-то нет, уйдет, будет следующий президент. Америка как-то будет двигаться плюс-минус тем же курсом. То есть Трамп не сможет стать триггером вот в этой вот очень сложной системе общего домино мирового, который колеблется на краю то ли Третьей мировой войны, то ли чего-то другого не менее страшного. Никто не может ничего предсказывать. В том числе потому, что мир устроен не плоско параллельно, когда мы идем к войне, идем к войне, идем к войне, вот мы ближе к войне, еще ближе к войне, свалились в войну. Да, мир – это достаточно сложная система со стохастическими режимами в том числе, когда ты можешь там двигаться, сделал один шаг в сторону, упал в мировую войну. Неожиданно вдруг возникает разрыв в этой системе. Поэтому предсказывать очень сложно. Наш, так сказать, предиалог начался с Первой мировой войны. Вот это та самая ситуация, когда мир куда-то двигался, проснулся, началась война. Я не могу предсказывать ничего про войну. Я не думаю, что Трамп будет триггером. Не похоже. Да? Вообще весь этот вот, так сказать, кошмар для левых или там праздник для правых в Америке, он очень сильно преувеличен. Там маленький праздник, маленький кошмар, ничего особо не меняется. Вы учились в физико-математической школе, или она была чисто математическая? Это, как вам нравится называть. И физику, и математику мы изучали очень серьезно. 444-я школа. Там экзамены, если не ошибаюсь, были? В первый класс, 7 лет. Какой? Меня попросили там прочитать что-то по слогам. Я сказал, что я по слогам читать не буду, я могу так читать. Прочитал им так. Спросили что-то еще. Я что-то рассказал. Сказали, что они меня берут. Это было решение родителей? Да, конечно. Но поступали дальше вы на мехмат? Тоже было решение родителей. У меня очень авторитетный отец. Я его ужасно люблю. Он большой ученый, физик, который до сих пор занимается физикой, ничем больше в своей жизни заниматься не будет. Он в МАИ работал, он был профессором в Московском авиационном институте, занимался проблемами прочности, считал, что композиты – это будущее мира тогда. И на меня он оказывал очень большое влияние. И он говорил, что нет, слушай, больше некуда просто поступать. Тебя ничему больше не научат нигде. Заниматься надо там математикой, заниматься надо проблемами прочности, материалами, механикой. И физики, они там спекулянты, они придумывают теории, а вот это точная наука. Поэтому я даже себе не задавал вопрос. Даже тот факт, что мне в армию придется пойти, меня не останавливал. Я некоторое время небольшое проработал в Подлипках. Я тоже пытался заниматься там всеми этими проблемами нестационарного движения в атмосфере. Вся страна, по-моему, занималась проблемами нестационарного движения в атмосфере. Ракеты были наше все. Но вам не нравилось или нравилось? Мне нравилось. Мне зарплата не нравилась. Я закончил в 92 году. Я зарабатывал в пересчете на доллар $10 в месяц. У меня в 90-м родилась дочь, жена студентка. Мне надо было кормить, но я хотел оставаться математиком при этом.
И неожиданно случилось чудо. Я открыл газету «Московский комсомолец». Помните, такая была газета? Там были объявления. Я увидел объявление, требуются математики. Математики требовались Фридману в Альфа-группу для того, чтобы обсчитывать его проекты. Ну, я, значит, пошел туда на встречу, там сидел Саша Сапожников, который руководил отделом экономического анализа, выпускник Тель-Авивского университета. Я пришел, красивый офис, бутерброды с колбасой копченой. Понимаете, что такое копченая колбаса? Конец 92 году? Бутерброды с копченой колбасой. Красиво все. И, значит, он говорит, ну вот ты что умеешь? Я все умею. Все, что тебе надо, я все умею. Слушай, я там 2-е место на международной олимпиаде, 63 грамоты, отличный диплом университета, лаборатория в Подлипках. Что тебе нужно? Он говорит, не, мне все это не нужно, а вот ты посчитать процент можешь? Могу посчитать процент. Ну, хорошо, давай мы тебя возьмем. $250 тебе хватит? За сколько? Это за год, за жизнь, за месяц? За месяц хватит. Так я попал в бизнес. А дальше я ушел, была такая группа ГУТа, уже на $1250 в месяц. Меня тогда попробовали позвать в тройку в этот момент. Я им сказал, хочу 2000. Они сказали, у нас 2000 только один человек получает, президент. Я говорю, кто это такой? Такой вот у нас есть армянин Рубен Варданян. Я говорю, ну, хорошо, говорю, тогда подождите, тогда подумайте, если захотите мне больше платить. Вот, тогда, значит, поговорим. Вот, поработал в ГУТе, поработал в российском кредите с Иванишвили некоторое время. Дальше я в 97 году пришел к Борису Григорьевичу, говорю, Борис Григорьевич, ну, банк-то вы похороните? Вот цифры-то давайте посмотрим, что вы делаете. Он говорит, ну да, похороню, а что у меня банк похоронить? У меня вон весь холдинг большой промышленный, ради него можно и банк похоронить. Пассивы банка, говорит, чьи? Я говорю, как чьи? Клиент? Он говорит, ну вот. Я написал заявление, ушел. Вспомнил про предложение тройки, говорю, вы там не передумали про зарплату? Встретился с Рубеном, он говорит, ну сколько ты хочешь? 100 тысяч в год. Я говорю, хорошо, давай 100 тысяч в год. А что делать, говорю? Он говорит, ты знаешь, не знаю, у нас студенты вчерашние, бардак ужасный. Вот если ты с бардаком можешь справиться, хорошо, я буду отвечать за бардак. 100 тысяч в год меня устраивает. Потом оказалось, что меня по ошибке взяли на работу. Рубен решил, что я армянин, у меня фамилия похожа. А вы не армянин? Я еврей, фамилия украинская. Но полгода этого не знал, а когда через полгода узнал, было поздно. Я уже работал. Как вы оцениваете 90-е с точки зрения того, какую перемену они произвели в российской экономике и чем это обернулось в 2000-е? Ничем. Все, что обернулось в 2000-е, это вопрос мирового роста цен на нефть. Экономика 90-х подготовила Россию к тому, чтобы это абсорбировать, но Россия могла также абсорбировать и что угодно другое. 90-е годы были периодом хаоса, страшными годами. У меня дома лежал пистолет, 2 моих друзей были убиты в 90-е годы. Это уже после того, как вы в большом бизнесе начали работать? Это не в связи с большим бизнесом. У каждого был из них свой бизнес, да, и свои дела. И я, надо сказать, что в бизнесе, в котором я был, финансовом, я никогда, ни разу не встречался в лоб с бандитами. Они просто в финансовый бизнес не приходили. У нас была смешная история, когда в тройке бандиты покупали вот эти ваучерные акции, типа башкирского бензина и так далее. А потом, когда это все прогорало, они приходили выяснять, по чьей вине. Но они были не против бизнеса, не пытались брать с нас, скажем, мзду, не рэкет. Они скорее разговаривали с нами как с профессорами, да, как с тем, кто что-то знает. Это никогда не было приятно, но это никогда не было опасно. А вокруг, в материальных активах, конечно, был совершенный разгул бандитизма. И когда мы сталкивались со сделками, например, с материальными активами, вот там могло быть все, что угодно, любые последствия. И конкуренция, вот как раз конкуренция внутри системы, даже внутри финансовой системы тоже шла совершенно вот в этом стиле, там, уголовными делами, привлечением бандитов и так далее. Ну а что было делать? Экономика была разрушена полностью. Не было ни у кого с волшебной палочкой, чтобы ее взять и построить. Но вот сейчас, когда там с новой силой вспыхнула дискуссия вокруг 90-х, с попыткой там, ее пересмотреть и найти все-таки тех самых виновных, которые все разрушили, есть ощущение, что восстанавливали разрушенную экономику те же, кто ее рушили, нет? Экономику нельзя приписать к кому-то, как к авторам. Рушили экономику долго, последовательно. Специально? Нет, желая лучшего, как произошла деиндустриализация Украины. Почему Украину сделали отсталой страной в советское время. И там не было ни капли, ни идеи никакой сделать кому-то плохо. Наоборот, они стремились сделать хорошо. Просто украинская промышленность, она работала на более дорогом сырье и с большим логистическим плечом. И поэтому было решено, ради блага всех в Советском Союзе, сделать центр тяжести на Урале и за Уралом, в том числе и памятуя о Второй мировой войне, когда Украина была захвачена, да, что наша основная промышленность не может находиться в опасной зоне. И никто тогда не думал,
что Украина когда-нибудь отсоединится и окажется в ситуации, когда у нее промышленности нет и логистика разорвана. Потому что строили одну страну, а получилась другая. И то же самое происходило с Советским Союзом, когда строили интегральную систему в рамках Варшавского пакта, когда выстраивали экономические отношения так, что, например, решили, в Армении у нас будет химический кластер, потому что же рядом Азербайджан со своей нефтью в Баку, и все остальное будем возить там сверху. А потом Азербайджан и Армения вступили в войну. И в Армении кончилась промышленность. Была общая доктрина от единого советского народа. Доктрина, которая активно проводилась в жизнь, реализовывалась, осуществлялась. И казалось, что она работает. В рамках этой общей доктрины очень многие вещи в экономике делались правильно. Например, у нас есть огромная ресурсная база газовая и нефтяная. Мир газовый и нефтяной, мир будет развиваться в эту сторону. Значит, мы должны наш экспорт настраивать как экспорт нефти и газа. Мы можем закупать многое из остального, в том числе потому, что мы снабжаем всю Восточную Европу дружественно этими нефтью и газом. И вокруг этого выстраивались энергетические комплексы, вокруг этого выстраивались производственные комплексы и так далее. Мы выстраиваем комплекс по производству удобрений, скажем, в Беларуси, потому что нам не лень туда протащить газ, а нам нужно, чтобы здесь люди работали, что-то делали. Мы выстраиваем комплекс по производству химии в Армении, потому что нам нужно индустриализовывать территорию, а сырье вот оно рядом, там, в соседней республике. И все это выстраивалось не исходя из логики «нам нужно экономически эффективно», а выстраивалось из логики, как нам удобнее это контролировать, планировать и структурировать. И мы строим завод, и к нему переселяем людей. У нас моногород. Потому что все работают на этом заводе. Потому что другой завод не будет это производить для нас никогда. А потом оказывается, что у тебя в 30 километрах от государственной границы другой завод готов тебе это поставлять. Дешевле. Что тебе делать с этим моногородом? Но ты об этом никогда не думал, потому что завода за границей не было в природе. Он был за границей. Все, ты строил изолированное государство, Советский Союз. И все, что получилось в 90-е, это результат строительства 60-х, 70-х, начала 80-х годов, когда экономика строилась абсолютно, исходя из других предпосылок и другой логики, и исходя из того, что мы можем за счет интенсификации производства, не такая глупая идея, которая только сейчас вот на Западе развивается, просто не успелась она тогда, исходя из интенсификации производства, можем на очень низкой мотивации построить хорошую экономику. В результате интенсификация производства не успела, мотивация сама себя разрушила, и большую роль в этом сыграло внешнее окружение, которая поддавливала эту мотивацию в свое время. Внешне, в смысле, за границей? За границей, конечно. Потому что за границей, в отличие от сегодняшнего дня, считала, что они дружат со всеми людьми внутри Советского Союза и не дружат с властью. И поэтому люди, с которыми они дружили, да, они воспринимали эту западную культуру и западный опыт и сравнивали со своей жизнью. И им эта жизнь не нравилась. Это разрушало мотивацию. Попытки увеличить дисциплину без увеличения мотивации приводили, так сказать, в деревнях к краху, в производственной среде к браку, в научно-исследовательской среде к фикции. И в результате мы получили то, что мы получили. Жить оно дальше не могло. С этим надо было что-то делать. А когда стали с этим что-то делать, оно просто рухнуло. И все. Вот там пригороды Нижнего Новгорода, например, огромные комплексы химико-технической промышленности. Все просто умерло и встало. Почему? Потому что сырья нет, потому что его надо покупать. Покупать не на что. Финансовая система так не работала никогда. Сырье просто привозили. Продавать некому, потому что ни у кого нет денег, чтобы покупать, а непонятно куда. Европа начинает уплывать в совершенно другой рынок, и Европу обильно снабжают для того, чтобы она уплыла в другой рынок. Республики отплывают и занимаются своим делом. Экономические цепочки порваны. Что вы еще хотите? Что еще могло быть в это время? И тут на авансцену выходят люди, которые в итоге потом в 2000-х станут новой русской экономической элитой. Люди, которые понимают, что для того, чтобы заработать деньги и иметь серьезное влияние, нужно дружить с властью. И люди, которые вовлечены в процесс смены власти и смены элит, как никто другой, ни до, ни после. Я думаю, что сложнее. В 90-е годы выплывало все, что выплывало. Оно было разное, да, там были и бандиты, и чекисты, и хозяйственники, и просто случайно попавшиеся знакомые, и случайно попавшиеся незнакомые, и целая когорта людей, которые вообще пришли из ниоткуда, просто потому что они сумели что-то в свое время создать, построить, продумать на всем этом пространстве. Борьба за политическое влияние началась с экономики, то есть в ельцинское время не власть пришла влиять на экономику, а экономика пришла влиять на власть. Но в 1996 году власть сказала, что никакой экономики у вас не будет, если вы нас не поддержите. Фридман, вами помянут, в 1996 году получал грамоту
в лице Фридмана, Альфа-Групп дали грамоту за поддержку президентских выборов Ельцина. Безусловно. Но это не власть пришла и сказала, не будет экономики, если вас не поддержите. Это экономика, вот эта экономика, построенная олигархами, сказала себе: если сейчас придут к власти коммунисты, нашей экономики не будет. Подождите, но власть же сказала, что никто ничего не получит из этих самых залоговых аукционов до того момента, пока в 1996 году не переизберут Ельцина. Такой был уговор. Залоговые аукционы были и до 1996 года. Да, но эти самые конкретные, самые серьезные, самые дорогие залоговые аукционы. Понятно, что игра шла в обе стороны. Понятно, что власти нужна была поддержка. Любой власти нужна поддержка. Но она точно была в обе стороны. Это не ситуация, когда олигархи говорили: мы за демократию, давайте честные выборы, а власть сказала: нет, вы будете поддерживать нас. Ну вот вы сейчас уже не работаете в Альфа-Групп. Я не работаю в Альфа-Групп с 1993 года. Поэтому вы можете со стороны оценить вклад Альфа-Групп в становление той российской власти, которая сейчас в России. Я в том-то и дело, что я не работаю в Альфа-Групп и не работал, и поэтому мне оценивать такие вещи очень сложно. Я знаю про взаимоотношения Авина с Путиным. Все знают про взаимоотношения Авина с Путиным, правильно? Я знаю, что Альфа-Групп, как и любая другая группа, участвовала в взаимоотношениях с властью очень плотно с самого начала. Могли бы они построить Альфа-Групп такой, какая она выросла, без взаимоотношений с властью и без зависимого от нее положения? Без взаимоотношений с властью, конечно, нет. Опять же, что такое взаимоотношения с властью? Мог Маск построить то, что он построил без взаимоотношений с властью? Нет. На веку Маска власть менялась некоторое количество раз. На веку Фридмана тоже. Ельцин, потом Путин, как минимум. Потом Медведев. Вам самому не смешно? Реально менялось. Согласитесь, вспомните Березовского. Менялось. Других вспомнить, Гусинского, да, многих людей можно вспомнить. Менялись взаимоотношения олигархов с властью, а власть все-таки была линейна. Я бы не назвал эту власть линейной. По отношению к экономике она была нелинейной. И власть Путина была нелинейной по отношению к экономике. Но, еще раз, взаимоотношения с властью у крупных структур есть во всем мире. Они не обязательно носят характер коррупционный и не обязательно носят характер получения дополнительных привилегий. Подобные скандалы и в Америке, и в Европе мы видим очень часто. То, что залоговые аукционы в России были заранее расписаны, кто должен их выиграть, абсолютный факт. И для того, чтобы эта роспись была, те люди, которые были бенефициарами аукционов, должны были что-то обещать. И когда они что-то обещали, они получали не просто возможность выиграть, они получали еще и деньги на то, чтобы это выиграть. То есть, грубо говоря, деньгами самих компаний расплачивались за победу в залоговом аукционе. И это все абсолютная правда. И тоже я думаю, что если вы пригласите Михаила Фридмана, он не будет с этим спорить. И была еще куча других форм взаимоотношений с властью. Чем отличалась ситуация в 90-е от ситуации в, скажем, 10-е годы? Тем, что в 90-е годы коррумпированный или не коррумпированный, но с властью был диалог. После начала 10-х годов, мне кажется, с властью диалог просто прекратился. Он превратился в монолог власти. Была какая-то точка невозврата? Если точкой невозврата считать удачные тесты, после которых власть решила, что ей можно, то я думаю, что дело ЮКОСа. Не кажется ли вам, что вот эта вот история, которая была связана с залоговыми аукционами и 96-м годом, она в корне вообще предопределила развитие российской экономики, когда возможность контролировать очень крупные сегменты бизнеса получили люди, совершенно точно лояльные к власти? Я видела сериал «Непрошедшее время», и меня одна из важнейших вещей, которая меня там просто потрясла, это интервью Потанина, который говорит о том, что он, оказывается, вложил свои деньги, чтобы спасти Россию. Не кажется. Я думаю, что гиперконцентрация ресурсов в России была предопределена структурой российской экономики. Я очень много и плотно занимался так называемыми ресурсными экономиками, то есть экономиками, в которых есть некоторый источник абнормального дохода. Везде, где есть такой ресурс, везде происходит гиперконцентрация, формирование олигархии, формирование монополистических конструкций и так далее. Везде, где исторически не простроены институты, которые могут не давать этому не возникать изначально, в зародыш. Но даже там, где они как бы в зародыше могут давать этому не возникать, все равно как бы очень мягко, но они возникают. Даже в Норвегии, где институты очень жесткие в этом смысле, все равно есть пузыри, есть конгломераты, которые контролируют пространство. Но только они государственные в основном конгломераты. Россия могла пойти по пути государственных конгломератов, по которому она сейчас начинает идти. Но у России, в принципе, не было ни кадров, ни опыта для построения госконгломератов. Красный директор 90-х годов – это даже не руководитель монополии сегодня. Это люди, которые, в принципе, не были в состоянии работать в экономике. В этом смысле выбор назначить более-менее случайных людей владельцами ресурсов в России был не глуп. Все равно концентрация бы возникла. Только так власть контролировала, в руках кого она возникнет.
А если бы она этого не контролировала, она бы все равно возникла, но в руках вообще непонятно кого. Еще раз, нельзя отрицать, что власть даровала ресурсы определенной узкой группе людей, после чего среди этих людей началась борьба между собой, а потом борьба с властью, участие этих людей. Но нельзя сказать, что какой бы то ни было другой способ был бы лучше. Скорее всего, был бы хуже. Странный вид. Вот это Дунай, а это Сава. Вот они сливаются, и на их как бы излучине и был Белград изначально, правильно? Ну, собственно, вот замок же где-то вот здесь, да, вот здесь. Вот он, да. Вид странный. Вид столицы государства, пережившего санкции. Ну, я не знаю. Получше, чем Нижний Новгород, я бы сказал. Вид. Я бы не сказала. Посмотрите, вон как бы офисное здание. Здесь портит вид вот это здание. И апологеты социализма сказали бы, что это вот ваша чертова частная собственность. Да? Вот собственник неэффективный, и ничего с ним не сделаешь. Не может ни отреставрировать, ни привести в порядок. Но так-то, в общем, если говорить про сербскую экономику, то в каком-то смысле, я бы даже сказал, они делают лучшее из возможного. Для страны, которая окружена сравнительно враждебными странами, для страны, которая не входит ни в какой большой блок или пакт, для страны без серьезных полезных ископаемых, они, в общем, молодцы, что они творят. У них же рост там 3-4% в год, и они автомобили свои производят, они запчасти производят, они технику производят, они, в общем, с логистикой достаточно хороши. То есть при всем при том, что это, как одна моя знакомая говорила, бедненько, но чистенько, это все-таки чистенько. Я да? бы про Белград не сказала, провала. что это очень чистенько. Вон, смотрите. Это вопрос культуры. Это чем ближе к Востоку, вы приезжаете в восточные страны, да, там везде, к сожалению, такое будет. Это, к сожалению, вопрос культуры, не экономический, тут ничего не сделаешь. Даже в Лондоне, если заехать в определенные районы, то там будет сильно грязнее, чем в других, потому что там живут выходцы из других стран. Но Сербия – это еще пример того, как, на самом деле, очень много лет живет страна, находящаяся под санкциями. И правильно я понимаю, что вообще экономические санкции берут свои корни как раз в Первой мировой войне и в пост-Первой мировой войне? И обретают силу уже в 90-е 20 века. Смотрите, общие экономические санкции берут свое начало в древности, даже не в Средневековье. Просто культура произношения официального, она развивалась со временем. И когда кто-то с кем-то переставал торговать или, так сказать, прерывал торговые отношения третьих сторон, а это было сплошь и рядом, даже в античном мире, то это не называли санкциями, для этого не собирали конгрессов, не писали бумаги, а просто, так сказать, приняли решение и делали. Со временем, когда писать стали много, и все научились читать, это приобрело более формальную форму. И да, в XIX веке санкции использовались в двухсторонних отношениях. На моей памяти именно в начале XX века появились первые официальные блоковые заявления о непоставках в связи с политическими разногласиями. Сербские, например, банки находятся под, по-моему, вечными санкциями, и они не могут ничего и никуда переслать, потому что они сотрудничают в том числе с Россией. Я не знаю. Я вижу платежи, которые идут через сербские банки. И в западные банки идут нормально. Во время Балканской войны там много чего было из санкций, но очень многие вещи сейчас либо упразднены де-факто. И не функционируют, несмотря на то, что они где-то формально могут быть, но западный корпус законодательства, он такой. Там в каком-то американском штате нельзя пить молоко, когда ты едешь в поезде, например, до сих пор. Понятно, что никто не проверяет этого. И здесь тоже мы видим платежи через сербские банки, мы видим взаимодействие с ними, поток FDI, Foreign Direct Investment, с Запада в Сербию идет. Сербия является получателем инвестиций, причем получателем инвестиций достаточно большим. Сербия свой торговый дефицит закрывает за счет получения инвестиций. У Сербии торговый дефицит и с Европой, и с Китаем, в частности. С Китаем у всех торговый дефицит. А она получает деньги не только и не столько из России, а сейчас почти не из России. Это те же самые западные деньги. То есть отношения с Сербией сейчас, скажем так, вежливо прохладные. Нет горячих отношений. У Европы и у Америки. И у Европы, и у Америки. А у России теплые. Теплота российских отношений с Сербией напоминает грузинскую дружбу. Да, когда тебе каждый твой лучший друг всегда. Потому что де-факто, а что в этих отношениях происходит всерьез? Какого-то супертоварообмена нет. Не больше, чем там со странами соседней Европы. То, что самолеты летают через Белград, да, летают. Сербия зависит от полезных ископаемых, поэтому при каждом удобном случае она пытается, несмотря ни на что, получать их из России, потому что это дешевле. А кто бы не стал их получать из России? Это бизнес, nothing personal. Разговоры про славянское единство, они идут 200 лет. Они будут идти дальше. Славянское единство когда-то было, когда-то нет. Все это единство всегда, оно до момента, когда у вас кончаются общие интересы, начинается противоположно.
Поэтому я бы не преувеличивал роль российско-сербских отношений. Понятно, что Россия, которая сейчас особенно, да, мыслит во многом категориями XIX века, конца XIX века, начинает опять думать про, там, так сказать, путь к Средиземному морю, через там, Балканы и так далее. Понятно, что этот нарратив в России, он всплыл, он появился. Я вообще думаю, во многом это связано как раз с травмой Первой мировой войны и революции. Да? Очень часто травмированная персона, которая не может пережить травму, возвращается назад в то время до травмы, где она существовала. И ей хочется туда. И России сейчас явно хочется вот в 1913 год. Но мир-то уже другой совсем. И никому не нужен этот торговый путь. Есть значительно более дешевые торговые пути. И выстраивать их значительно дешевле по-другому. И никому не нужна эта конфронтация. Такое мышление анахронизмами, которое в 2014 году, оно было анахронистично там, на 25 лет, а сейчас оно анахронистично на 150 лет. И это более тяжелая форма. Да? Оно, конечно, очень вредно. Но Сербия как раз, вот то, что я смотрю как экономист, на то, что происходит в Сербии. Если не считать вот центральную улицу, где продаются майки Великой Сербии, Сербия лишена этого мышления. Это такой наносный верхний идеологический слой. Внутри она ведет экономику малой европейской страны, внеблоковой. Элита местная не хочет в ЕС, потому что она видит, что происходит с периферийными странами в ЕС. И, может, и правильно не хочет. Да? Возможно, здесь, так сказать, можно найти более хороший способ существования. И при всей, вот, так сказать, сравнительной бедности страны, она не такая уж бедная, надо сказать. Она растет, она ищет свою модель, пока не нашла. То есть вы бы советовали инвестировать, например, в сербскую экономику? Ну вот наверняка в этом доме не такие уж и дорогие квартиры. Проблема в чем? В мире 195 стран. И есть много стран, в которых экономика интереснее сербской. Ну, есть, например, Берлин, в котором люди, которые купили квартиры 20 лет назад, сегодня суперлендлорды. И при этом там цены падают. И при этом банкротятся real estate фонды. То есть вот в Европу, в ЕС я бы не советовал инвестировать. Вообще? Сейчас, да. Сейчас. Я не знаю, что будет через 10 лет. Посмотрим. В Америку еще 3 года назад, может быть, я бы сказал, что я советую инвестировать. Сейчас я бы сказал, будь несколько осторожней. Уж очень все дорого стало. И какие-то вещи меня очень настораживают в Америке. Например, ситуация на рынке недвижимости. Есть много интересных даже индустрий, а не стран, скажем, да, в которых можно инвестировать. В том числе даже в Европе, например, как это не цинично прозвучит, оборонные индустрии будут развиваться сейчас. В оборонной индустрии, возможно, стоит инвестировать, если вы готовы инвестировать в оборонную индустрию. Хай-тек, биотек, не фарма, биотек, все, что связано с большой логистикой, с эффективной логистикой. Есть ли у этого плечо в Сербии? Наверняка. Заходит ли эта индустрия как-то сюда? Есть ли здесь команда интересная, интересный бизнес? Будет ли это регионально развиваться как-то и так далее? Я вообще плохой микроэкономист. Я не тот человек, которого надо спрашивать, куда именно, вот в какую точку надо инвестировать. У меня за моей спиной команда, которая это делает. Я скорее занимаюсь, вот, так сказать, макровопросами, территориями, валютными рынками, там, как стоит двигаться, да, большими какими-то деривативными вещами. Вот, поэтому я сейчас вам что-нибудь навру, да, потом люди же сделают, и будет плохо. Меня всегда завораживала профессия человека, который управляет чужими деньгами. И мне казалось, что если уж ты точно знаешь, куда вложить деньги, так вложи туда свои, разбогатей, и больше ничем не занимайся. В чем ваши деньги? Весь вопрос масштаба. Если ты знаешь, куда вложить деньги по, не знаю, 100% годовых, то, наверное, лучше вкладывать свои деньги. И, кстати говоря, мы очень часто, когда разговариваем с инвесторами об инвестициях, и когда они говорят, вот мне предложили там великолепный бизнес, там 30 годовых, гарантированно, я всегда им говорю, что вы знаете, тот, кто может гарантировать 30% годовых, пойдет в банк и возьмет кредит под 5. Ему ваши деньги не нужны. А проблема в том, что, во-первых, никаких гарантий на рынках нет. А во-вторых, чем дороже, чем интереснее, чем более рискованный продукт, тем меньше ваше влияние на него, тем больше это рулетка. То есть, если, грубо говоря, на современных рынках вы хотите зарабатывать даже 15% годовых, 20% тем более, вы должны понимать, что какой бы вы умны не были, вы в вашей маленькой лодочке плывете в шторм. И куда вас прибьет, туда прибьет. Может быть 15-20, а может быть минус 50 или минус 100. И даже если вы управляющий, даже если у вас команда сильная, как у нас, да, все равно на таких уровнях риска вы мало чем управляете. И если вы под это берете деньги инвесторов, то вы в некотором смысле немножко жулик. Потому что вы фактически говорите, давайте я на своей маленькой лодке в шторм ваши деньги перевезу, куда прибьет, туда прибьет. Мы занимаемся продуктами, которые приносят, там, скажем, 5-10% годовых долларов. На этом уровне управляемость существенно выше, но это 5-10% в долларах. Да, то есть я на свои деньги, вот, допустим, у меня есть X денег, я получаю там, условно там, 7-8% годовых в год. То есть если у вас $1000, это значит, что в конце года у вас будет $1000
70. 1070, 1080. А достаточный уровень прибыли? Вот если бы я, и я на мои деньги зарабатываю 7-8% годовых, это не так плохо, я их зарабатываю, это деньги. Но представьте себе, что мои деньги составляют там, 1% от капитала, которым я управляю. И я беру со всего этого капитала 1% за управление. То есть я заработал 7-8% от 1%, это 7-8 базисных пунктов на своих деньгах, и еще 99 базисных пунктов на то, что я управляю чужими деньгами. Вот почему мы это делаем. Это экономика масштаба. Я зарабатываю на бизнесе управления деньгами не меньше, а в общем больше, чем я зарабатываю на своих инвестициях. Опять же, почему? Потому что доходы не 100% годовых, мы управляем консервативными продуктами, и масштаб значительно больше. Конечно, у меня не в 100 раз этот масштаб, но мои деньги составляют сейчас, наверное, 6-7% от денег, которыми мы управляем. Все равно мои комиссии существенные, и эти доходы большие. И все-таки в чем ваши деньги? Ну, куда вы сами вложили? В те же самые фонды, которыми мы управляем. Какие? Любопытный зритель может пойти на наш сайт, mavchans.com, и посмотреть, какие. У нас есть фонд, который инвестирует в различные стратегии с акциями, у нас есть фонд, который инвестирует в долги, и в различные стратегии с долгами. У нас есть фонд деривативный, который сам придумывал как математик машинку, хорошо работает. У нас есть фонд специальных ситуаций на рынке долгов. Мы что попытались сделать? Мы попытались понять, какими разными способами, мало зависящими друг от друга, можно зарабатывать консервативный доход. И каждый раз, когда нам удается придумывать новый способ, мы его запускаем. Потому что чем больше ты диверсифицируешь способы, тем, в общем-то, надежнее себя чувствуешь. То есть вы верите в консервативный доход? Да, если считать это предметом веры, я верю в консервативный доход и не верю в агрессивный. То есть в крипту вы не верите? Смотрите, что такое верить? Можно ли на крипте много заработать? Можно. Какой процент участников крипторынка на крипте потерял? Больше 50%. То есть заработали меньше половины? Заработали меньше половины. Да, это статистика живая. Почему? Тоже понятно. Крипта очень волатильный актив. И чем выше она поднимается, тем больше людей ее покупает. Когда она падает, очень многие на панике продают. И в итоге, если вы смотрите на график, он идет вверх, а если вы возьмете жизнь конкретных людей, то она очень часто протекает сверху вниз на этой крипте. И никуда не денешься. И как долго она будет идти вверх, мы тоже не знаем. Да, почему крипта идет вверх? Потому что сейчас, когда, кстати, общие риски увеличились, когда денег много, когда всем хочется в это играть, то люди ищут альтернативный способ. Они приходят туда, потому что есть некоторый хайп. А когда этот хайп пропадет, а когда появится что-то другое, кроме крипты, ждет ее судьба NFT или нет, мы не знаем. Но вполне возможно. Вот вам, пожалуйста, пример. Ответвление крипты и NFT. Там люди вкладывали NFT большие довольно деньги. Печальная судьба. Да. Мы не знаем. Опять же, может быть, биткоин – это будущее цифровое золото, и, так сказать, он будет стоить в 5 раз дороже, в 100 раз дороже. Я не знаю. У вас есть ваши личные вложения? Нет, у меня нет. У меня с биткоином две проблемы. Вот первая, это, о которой я сейчас сказал. Ты никогда не знаешь, что будет. И вторая проблема – это то, что этим уже управлять невозможно. То есть никто не может сказать, что у него есть вменяемая стратегия инвестиций в биткоин, потому что там вменяемой стратегии быть не может. А раз у меня нет вменяемой стратегии, я не могу предложить это рынку. Значит, я не могу сделать свою мультипликацию на этом. Поэтому мне это сейчас не интересно. Мы много думаем и смотрим на какие-то арбитражные стратегии в криптовалюте без риска движения самой стоимости. Но там нас пока останавливало качество инфраструктуры. Потому что объем мошенничества очень большой, надежность всей этой системы слабая, и я видел много фондов, которые просто неплохо начинали и потом пали жертвой мошенников и теряли деньги. Мы пока не понимаем, как с этим бороться. Может быть, имеет смысл подождать некоторое время, пока инфраструктура наладится. Но вот в арбитраже, наверное, там есть зерно. В аутрайт-инвестициях каждый инвестор, если хочет, может сделать сам. Мы ему не нужны для этого. А каким объемом капитала сейчас управляет Mavchans Group? У нас около $500 миллиарда. Это в основном люди из России? Это в основном русскоязычные. У нас сейчас, поскольку все время под контролем и под надзором, да, мы вынуждены проходить все время эти проверки, у нас где-то 16-17% осталось инвесторов из России. А вы как бы хотели, чтобы у вас было? Я бы хотел, чтобы у меня было намного больше инвестиций от самых разных людей. Я не вижу разницы между людьми в России и людьми не в России. У меня очень много друзей в России. И между деньгами из России и деньгами не из России вы тоже не видите разницы? Тоже не вижу разницы. Вы думаете, нет грязных денег не из России? Уверена, что есть. Полно. Грязных денег из России тоже полно. В каком-то смысле наша позиция, да, то, что я никогда не поддерживал российские власти,
Я и так сказать, в травоядное время критиковал экономическую политику достаточно много. И то, что я уехал из России, в каком-то смысле это был blessing in disguise. То есть ко мне деньги, скажем, чиновников, военных магнатов и так далее просто не пойдут, потому что я чужой, я не свой. Те деньги, которые ко мне идут, это деньги людей, которые ничем не хуже, чем люди в Европе, скажем, или в Америке. Мне кажется, что вот эта вот точка, в которой видна неоднородность Белграда, да, то есть вот с одной стороны вот эти вот обшарпанные дома, с другой стороны чудесные высотки, с третьей стороны все вон строится вокруг. Это то самое место, где следует поговорить о том, как претерпела изменения концепция санкций. Мне вообще концепция санкций кажется очень марксистской, да, то есть когда ты исходишь из того, что бытие определяет сознание, и ты кого-то, кто не так себя ведет, наказываешь экономически, ухудшаешь его уровень жизни с тем, чтобы он дошел до какой-то мысли. Но кажется, что это нигде не сработало. Концепция санкций, на мой взгляд, она предельно антимарксистская. И что говорит марксизм? Он говорит, нет никаких государств в природе, есть классы. Ну это вы исходите из общей концепции марксизма, а я вот из отдельных его тезисов. Нет, кстати, все отдельные тезисы строятся на том, что вся мировая история – это война классов, борьба классов. И за каждым политическим событием, особенно за негативным, надо видеть интересы некоего класса и бороться с этим классом. В этом смысле, если бы там, не знаю, санкции были направлены на некий выдуманный политический класс России, который начал войну, то это было бы, может быть, марксистской концепцией. И, кстати говоря, взаимоотношения США и СССР в свое время были очень марксистскими. Потому что при всей нелюбви к партийной элите, например, американцы все время пытались настроить отношения с русскими внутри страны. Все вот эти голоса Америки, передачи на Россию, все эти попытки установить какие-то мосты, привозить туристов туда, обратно, открытие, так сказать, ворот, прием всех беженцев с распростертыми объятиями. Если ты не угоден России, значит, ты угоден сразу там и так далее. Это все было очень марксистское. Вот есть класс простых людей, мы все едины, мы все здесь простые люди, мы все здесь немножко фермеры американские, а вот есть, значит, злая партийная элита в Советском Союзе. Сейчас же подход совершенно другой, сейчас подход скорее из капиталистической истории XIX века. Вот, так сказать, мое феодальное царство, здесь я царь, а вот твое феодальное царство, и ты мне враг. И я, значит, твоих холопов побью, и тебя побью, и вообще мы с тобой не дружим. И в этом смысле это, на мой взгляд, сильный откат, конечно. Но где-нибудь был случай, когда санкции привели к позитивным изменениям? Нет. К самоудовлетворению, да, безусловно, во многих случаях. Очень часто левые экономисты на Западе приводят пример ЮАР, когда санкции привели к падению режима апартеида. Но я сейчас скажу страшную вещь. Я не считаю, что с ЮАР произошли позитивные изменения с падением режима апартеида. Я считаю, что они негативны. Я считаю, что санкции и борьба Запада с режимом апартеида, так же, как в свое время 17-й год в России, они ускорили естественный процесс, сделали его неестественным и разрушили фактически ту конструкцию, которая в ЮАР могла бы сформироваться со временем. Конструкцию нормального государства. Сейчас это сильно коррумпированное государство, с тягчайшим уровнем преступности, со слабой экономикой, которая идет в тупик и которая начинает играть активно на международной арене отрицательную роль. В Югославии американцы сделали то же самое? Ускорили естественный процесс? В Югославии я не уверен, что санкции именно на Югославию повлияли, хотя надо понимать, что чем более изолированная сначала страна... были бомбежки, потом санкции. Да, вот. А потом решили совместить. Я думаю, что бомбежки повлияли намного сильнее. Даже скорее повлияло то, что у Югославии нет ресурса. Вот как у России, скажем, есть нефть. У Югославии не было ресурса поддерживать ту политику, которую она вела. С санкциями или без санкций. Без дружбы с соседями экономика не работает. На помощь соседям пришла Европа, которая встала в конституционную позицию. Но страна не выдержала бы без всяких санкций все равно. Просто если вот этой дружбы нет. Поэтому теоретически вы можете нагнуть маленькую изолированную страну с помощью санкций достаточно легко. Но те изменения, которые в ней произойдут, далеко не всегда вам понравятся. Вспомните Иран, 1976 год. Это последствия санкций. Это последствия попытки борьбы Америки и Великобритании против попытки выстраивать националистическую экономику в Иране. Мы когда шли с вами сюда, говорили о том, что позиция и Европы, в общем, и Америки экономическая в отношении России довольно лицемерна, потому что говорят одно, а делают на самом деле другое. Но как вы оцениваете экономический урон или, наоборот, помощь санкций России, начиная с 2022 года, да, может быть, начиная с 2014? Любые санкции наносят экономический урон. Да, поэтому, конечно, они вредны экономике России, безусловно. Потому что и маржа за импортные товары стала выше, и потери денег на экспорте выросли. Я не думаю, что здесь есть о чем спорить. Конечно, никому не нужны санкции, по большому счету.
Но сейчас говорят о том, что благодаря санкциям и сельское хозяйство выросло, и заводы как-то лучше работают, и торговля лучше идет, и все прям производится уже внутри России, включая самые редкие лекарства. Нет. Автомобильная промышленность теряется в пользу Китая, огромное количество вещей – это фейк, что производится. И огромное количество переделов сейчас пришлось отдать, потому что раньше получали там, так сказать, там первого уровня, да, а теперь надо получать готовое. И оборудование надо перестраивать, и там систему автоматики надо перестраивать на китайские. И вообще говоря, изоляция, да, она никогда не давала стране возможность быстро расти активно. Если эта страна экономически зависима от мира сильно. Когда мы говорим, кстати говоря, про американские автосанкции, вот про барьеры, тарифы, да, то никто же не говорит, что Америке будет лучше от этого. Все говорят, что Америка мало зависит от импорта, поэтому ущерб будет не такой большой, и может быть, он будет перевешен достижением хороших соглашений с другими странами. Вот. А Россия очень сильно зависела от импорта всегда. И поэтому ущерб, конечно, есть, и ущерб значительный. Но здесь есть огромное «но», которое можно вот за меня на плакате написать за 2 буквы. Но заключается в том, что санкции очень помогают воевать. Поясните. 2 вещи – идеологическая, социологическая и экономическая. Идеологически, социологически я уже даже просто вижу по людям, с которыми у меня есть корреспонденция, что санкции привели к серьезному сплочению внутри России. Даже достаточно культурные, интеллигентные, разумные люди, у них за вот эти годы цинизм, с которым атакуются простые люди из России, стал перевешивать в их мозгу то, что происходит на полях сражений. Они стали говорить, что вот мы все здесь в России, нас объединяет сейчас враждебность мира. Потому что, что же это такое, да? Но почему-то самолеты-то не могут летать. Что мы сделали такого? Вот я лично, я работаю в Самаре, у меня булочная. Почему я не могу поехать в Европу? Чем я вас обидел? Да? Что я могу? Вы что хотите, чтобы я что сделал? Власть сверг? Как я это сделаю? Вы вот много там власть свергали у себя, когда у вас были фашистские режимы? И это влияет на социум, очень сильно влияет. Это на простого человека, который не очень понимает, да, и который внутри пропаганды. Это влияет кардинально. Это раз. Вторая же проблема чисто экономическая. Раньше в России денег почему не хватало? Потому что основная масса зарабатываемых Россией денег вывозилась за рубеж. В России риски огромные, держать опасно. Хочется купить импорт, положить дома, или вывести деньги туда, потратить туристам, или положить в швейцарский банк. Сейчас пришли Запад с Америкой, запретили вывозить деньги из России россиян. И все эти деньги остались и пошли куда? Через внутренний займ, через высокую ставку рубля, пошли фактически в казну. На что? На военный бюджет. Пожалуйста, вот вам источник войны. Вот даже не нефть, которая продается, а вот эти запертые деньги. Фридман, попавший под санкции, который, что ему было делать, куда ему было деваться? Остальные олигархи, попавшие под санкции. Фридман пытался сделать все, что мог. Давать деньги Украине в открытую, впрямую, да, так сказать, не боясь ничего. Даже того, что у него в России банк остался. Подписывать любые декларации. Он много лет жил на Западе. Что вы хотели сделать? Чтобы 4 миллиарда долларов вернулось в Россию? Они вернулись. Вот результат. То есть вы считаете, что поведение западных структур по отношению к Фридману несправедливо? Почему-то справедливость вообще. Мы сейчас с вами говорим о вопросе санкций. Что делают санкции? Я вам показываю. Санкции, по идее, помогают восторжествовать справедливость. Но нет же. Я же вам показываю, они помогают воевать. Санкции принесли много денег в российский бюджет за счет того, что отток капитала прекратился. А что надо было делать? Вы хотите, чтобы я был президентом мира прямо сейчас? Я не знаю. Я маленький экономист, инвестиционный менеджер. У меня компания 30 человек. Я не знаю, что надо было делать в мире, но уж точно не останавливать поток в этой ситуации денег. Меня всегда удивляло, что если у банка есть очень классный инвест-консультант, который оказывает консультационные услуги людям, которые должны во что-то инвестировать, и банк высказывает публично, в том числе и вы этим занимались, свой инвест-прогноз, то зачем ему публично рассказывать, чтобы все это делали? Делай это сам тихонько и зарабатывай деньги. Потому что никакой инвест-прогноз не предназначен для того, чтобы заработали те, кто его читает. Он предназначен для того, чтобы заработали те, кто его пишет. То есть это обман? Нет. Почему? Бывает, что обман. Бывает, что человек честно пишет то, что он думает. Но зачем он этим делится? Но как это работает? Предположим, я честно считаю, что вероятность того, что акции, Goldman Sachs вырастут, больше, чем вероятность того, что они упадут. Я считаю, что 51% вероятность. Я покупаю акции Goldman Sachs на позицию себе в банк сегодня по $10 и выпускаю ресерч, в котором я честно пишу, что я считаю, что эти акции вырастут скорее, чем упадут. Я рассылаю этот ресерч клиентам и говорю: ребят, смотрите, купите акции Goldman Sachs. Клиенты начинают к тебе идти, ты им говоришь $11, $12, они дальше идут $13.
На рынке, на бирже цена поднимается, $14. Ну, то есть вы привлекаете людей, которые вкладывают в это деньги, она ожидаемо поднимается. Ты распродаешь свою позицию, которую ты купил за $10, распродаешь ее по 11, 12, 14, 15, 16, там, как пойдет. Что будет после этого с акциями Goldman Sachs? 49%, что они упадут, 51%, что они вырастут. Но тебя это уже не касается, ты сделал бизнес. Так работает инвестиционный банк. То есть это обман. Нет. Я же честно думал, что они вырастут. Опять же, если я хороший банкир, я не буду продвигать трэш. Я буду продвигать то, что имеет хороший шанс вырасти. Почему? Потому что я хочу, чтобы 51% клиентов ко мне вернулся потом. Я понимаю, что больше 51 вряд ли будет, потому что я не пророк. Я не могу утверждать, что Goldman Sachs вырастет точно. Мало ли что случится. Но если я считаю, что вероятность большая, я сделаю так. Я куплю позицию, понесу ее людям. Если я считаю, что что-то упадет с большой вероятностью, я могу встать в короткую позицию, то есть, так сказать, продать без покрытия и предложить людям продавать. И покрою свою позицию этой продажи. Это нормальная работа инвестиционного банка. Она в общем и целом, статистически, способствует движению денег к хорошим компаниям. Но для каждого конкретного клиента доверять ресерчу инвестиционного банка – это огромный риск. То есть ресерч инвестиционного банка – это в каком-то смысле пиар банка? Только и исключительно. И так во всем мире работает? Это Конечно. Не только российская находка? Нет, в России ничего не изобретало. Наоборот, и Ренессанс, и Тройка всегда строились полностью по лекалам американских инвестбанков. Считалось, и не зря считалось, что это отличный способ строительства инвестбанка. Вы работали в структурах, тесно связанных с государством, там Тройка Диалог, Ренессанс Групп. Я нет. Вообще тесная связь с властью – это отдельная тема. И Тройка, и Ренессанс на поверхности всегда позиционировали себя как независимые игроки. На поверхности? На поверхности, безусловно. Я не знаю ничего, скажем так, я буду аккуратен, я не знаю ничего про коррупцию, в которой участвовала Тройка, Диалог или Ренессанс. Государственную коррупцию. А что вы называете коррупцией? То, что все называют коррупцией, когда рыночные необоснованные доходы получают представители власти или представители бизнеса за счет контакта с властью. А рыночные необоснованные доходы, которые получают предприятия за счет контакта с властью, за счет лояльного поведения по отношению к этой власти, это не коррупция? Рыночные необоснованные доходы, конечно, коррупция. Но при этом, вот я, например, работал в Тройке, да, это было начало 2000-х годов. Тройка обслуживала РАО ЕС. Тройка была инвестиционным банком, который занимался в том числе там, разделением РАО ЕС проектом, сделками и так далее. А Тройка получала рыночную комиссию за это. Морган Стэнли, если бы делал то же самое, получал бы такую же комиссию, может быть, дело-то больше. не Морган Стэнли. Вот здесь я хочу уйти от марксистско-ленинской конструкции, идеи, что либо ты вообще не работаешь с госструктурами, либо ты преступник. Ну, кто-то должен работать с госструктурами. Да? Но контракты с РАО ЕС были рыночными контрактами. Я не знаю, хорошо ли работал РАО ЕС. Я не знаю, что делал РАО ЕС для того, чтобы там, так сказать, те или иные решения сложились, и из руководства РАО ЕС вышло несколько миллиардеров. Это вы их спрашиваете. Но контракты, которые делала Тройка, были рыночными. Варданян, который получил эти контракты, Тройка, получившая эти контракты, не получила ничего, кроме этих контрактов. Она их делала, получала комиссии. Тогда платили, кстати говоря, РАО ЕС платила. Это потом «Газпром» придумал, что можно получать контракты и не платить. Но вот в те времена это все было еще спокойно, и инвестиционные банкиры даже не думали, что они не получат комиссию. Договор подписан, комиссия будет. Работали с Аннексиумом, работали с Банком Москвы. Банк Москвы купил Тройку, кстати говоря. Тройка была дочкой Банка Москвы. И при этом что-то делал Бородин в Банке Москвы, он что-то делал. Тройка Диалог работала, занималась своими делами. Огромный трейдинг был, который вообще работал на иностранных инвесторов. Я бы не сказал, что в Тройке, как таковой, вообще вот до 2003 года точно работа с государством чем-то отличалась от работы с негосударством. И очень хорошо в свое время Рубен об этом говорил, и абсолютную правду, кстати говоря, говорил, что Тройка умудрялась работать с там, компаниями подконтрольными Лужкову, например, подконтрольными Чубайсу. При том, что Лужков и Чубайс были смертельными врагами. В Ренессансе было два пласта деятельности, поскольку Ренессанс любил нанимать на работу людей оттуда. Игорь Сагирян, и Сагайдак, да, и еще целая плеяда людей с плотными связями наверху обеспечивали GR, ну и что там еще не обеспечивали, мне, как человеку, который возглавлял asset management, неизвестно. То, что я знаю про сделки ренессансовские, про IB, про investment banking, он работал так же, как в Тройке. Очень по-ковбойски, очень жестко, очень агрессивно, очень хорошо умели продавать, очень активно это делали. Но точно так же, это был арм's-length. И Ренессанс, кстати говоря, государственных сделок не делал. В отличие от Тройки, это были сделки скорее олигархические. Ну и для иностранцев. Для иностранцев очень много делалось.
Я так понимаю, что Ренессанс вообще был во многом создан для того, чтобы привлекать иностранные деньги в Россию. Конечно. 90% доходов Ренессанса, которые букировались внутри компании, это был трейдинг. Ну, скажем так, 80% трейдинг, там 10% asset management, 10% все остальное. Трейдинг был очень большой, очень мощный. А трейдинг какая коррупция? Ты торгуешь на бирже. Ты там ничего не сделаешь. Но если ты не просто торгуешь на бирже, а ты информированно торгуешь на бирже, то ты можешь проворачивать самые разные схемы. Сори. Вот здесь я могу сказать совершенно точно, как человек, который стоял прямо в этом, да, рядом с Сашей Перцовским, который возглавлял трейдинг. Никакого инсайда там не было. И проприетари позиция Ренессанса зарабатывала мало. Они зарабатывали, конечно, что-то, да, на своих инвестициях, но это была мелочь по сравнению с комиссионными. Ренессанс торговал на комиссию. И да, конечно, хороший трейдер, он умеет купить, потом продать дороже. Но это не потому, что он знает инсайт, потому что он умеет продать дороже. Ренессансовский трейдинг был абсолютно отключен от этого знания. Более того, когда была история с ЮКОСом, например, я помню Олег Киселев, наверняка помните такую фигуру. Он ходил по трейдингу и говорил: уйдет все в ноль, вы не понимаете, что это за машина. Они, если взялись, они уничтожат до конца, у них нет задней передачи. И Борис Йордан сидел в том же здании. Он говорил: не-не-не, я в это не верю, нельзя уничтожать такую компанию, они что-нибудь с этим сделают. И покупал акции ЮКОСа на падение, и потерял деньги. То есть до такой степени люди были далеки от вот этого государственного круга. Как думаете, почему вот эти европейские институции, которые проверяют чистоту российских денег и их обладателей, они избрали абсолютно разные стратегии в отношении Авина и в отношении Фридмана? Вообще не могу прокомментировать. Во-первых, за персональными санкциями очень сложно следить. Они чрезвычайно спорадические и чрезвычайно бессистемны. А в каких-то странах, по-моему, просто вообще взяли список Forbes, там, как пальцем потыкали. Сказали, вот. В какие-то страны, например, Америка ввела санкции против вице-президентов Сбербанка, не понимая, что в Сбербанке вице-президент – это начальник отдела. Это просто слово такое. А для них вице-президент – это там типа, так сказать, топ-менеджер. И поэтому очень многие мои знакомые, очень приличные люди, которые были там начальниками отдела в Сбербанке, попали под американские санкции, ни с того ни с сего. Что глупость чудовищная, но вот персональными санкциями. Поэтому я не прокомментировать, не судить не могу. Но решение Фридмана вернуться в Россию вы понимаете? По-человечески понимаю. Вы бы так уже поступили? Я не знаю, но я прежде всего не так же поступал всю свою жизнь. Я не работал с государством, я не приватизировал активы, да, я не дружил с Путиным. Я вообще поступал совсем не так, как Михаил Фридман в моей жизни. Но, вы понимаете, он оказался в такой ситуации, что ему, значит, разрешено из какого-то одного кармана брать там что-то 2000 фунтов в месяц и тратить. Его постоянно проверяют, к нему чуть ли не приходят не с обысками, пытаются все время найти, что он нарушает санкции, и посадить. И его система компаний европейских фактически была остановлена, и они все не выполнили обязательства перед контрпартнерами из-за этого. Никого не волнует, nobody gives a shit. Вот у нас страшный Фридман, если мы сейчас включим на него санкции, то Россия точно остановит войну, поэтому давайте его засанкционируем и положим все его компании, а то, что там тысячи других инвесторов в этих компаниях, никого не волнует вообще. Так вот работает эта система, к сожалению. Ты оказываешься фактически под домашним арестом, без денег, без возможностей, после того, как ты заявил, что ты против войны, против Кремля, лоялен Украине, хочешь помогать Украине, готов выделить свои деньги. Никто тебя не слушает и не слышит. Вот чисто эмоционально. Что в этой ситуации делать? Я не думаю, что я должен быть духовником Фридмана и комментировать его действия. А вы общаетесь? Мы и раньше не общались. Все-таки вы работали вместе. Мы не работали вместе. Я работал в Альфе. Он был владельцем. Я был молодым сотрудником, занимался анализом проектов. Он был сильно наверху. И я очень быстро ушел. Единственное мое соприкосновение с Фридманом было, когда со мной разговаривал CEO Альфа-банка. Они хотели сделать investment banking блок. И думали, не хотят ли они меня пригласить. Он со мной поговорил, а потом мне сказали, что Фридман сказал: нет, он от нас ушел, мы людей, которые от нас ушли, обратно не берем никогда. Это вот, пожалуй, единственное столкновение с Михаилом Маратовичем, которое у меня было потом. А как вы думаете, вклад вот этих людей, которые строили, со стороны вроде как независимые и очень свободные бизнесы, но на самом деле нет в России, я имею в виду там Альфа-групп, я имею в виду Тройку, насколько эти люди повлияли на то, что Россия стала такой, какой она стала? Я бы не смешивал, честно. Да? Там та же Альфа-группа, например, она значительно была ближе к власти, и она использовала в своем строительстве не только государственный ресурс, но и, главное, ресурсный ресурс, да? То есть природные ископаемые, нефть, тот самый, так сказать, ресурсный стержень страны, который привел к консолидации. И при этом, надо отдать честь Фридману, да, она осталась самой независимой, меньше всего
кстати, потакающей власти. Фридман был фрондером, Фридман уехал достаточно давно в Лондон. Тройка строилась как абсолютно, так сказать, внегосударственная структура. И тот факт, что она достаточно резко спикировала в государство, говорит скорее об ошибке владельцев, чем о намерении. А почему тогда государство, я имею в виду Россия, не борется за Рубена Варданяна, который находится в плену у довольно дружественных? Можно я цинично скажу? Рубен Варданян никому не нужен. Рубен Варданян не был агентом государства. Он не свой. Рубен Варданян чужой. Рубен Варданян – человек, который все время говорил о свободных рынках. Его использовали, когда он был нужен государству, так как он был нужен государству. Грефу вот нужно было посоревноваться с Костиным. Вот он, значит, заплатил деньги, причем заплатил Чемизову в основном. И, значит, а Рубен был орудием, да. То есть он был хорошим бизнесменом, но плохим политиканом? Рубен был всегда очень плохим политиком, безусловно. Его идеи о том, как делать политику, они всегда были чудовищными. Он считал, что политику можно делать чистыми руками, красиво и со всеми дружа. Рубен оказался таким, не обидятся на меня наши друзья-армяне, евреем при государстве. Умный, быстрый, который может сделать дело, когда нужно сделать дело. А что происходит с евреем, когда он перестает делать нужное дело? Его вышвыривают. Вот это произошло с Тройкой. Когда Тройка сделала все нужные дела, хорошо, правильно сделала свои дела, в том числе и с государством, а Тройка продалась, и всех людей, которые там играли в эту игру и оперировали, всех так или иначе плюс-минус вышвырнули. Я бы не стал говорить о Варданяне как об игроке в этой системе. Да? Варданян был ресурсом для системы. Тройка – удобный ресурс. Они делали хорошие сделки, они хорошо делали свою работу. И потом пришло государство и сказало: сделайте работу на меня. Они безумно обрадовались, потому что это деньги, они зарабатывали деньги. Тройка была не очень прибыльной всегда без государства, без государственных заказов. Потом, значит, амбиции Грефа потребовали Тройку в периметр, а желание Чемизова было получить деньги. И это совпало между собой. И я до сих пор считаю, что чудовищную глупость Варданян сделал, что он не продал в свое время Тройку Стандартбанку, когда мог. Он бы значительно чище вышел бы из этой игры. А он получил какие-то свои деньги, какую-то часть денег за Тройку. Он был и остается уважаемым человеком и хорошим инвестором, но государству он был совершенно не нужен. Он свое отработал, все, у них теперь свои есть люди, которые значительно более лояльны, которые не позволяют себе фрондерских высказываний, не позволяют себе быть равноудаленными и так далее. То есть ни Россия, ни Армения за него биться в плену не будут? У меня есть подозрение, что Армения первая не будет за него биться. Потому что для армянского руководства, какое бы оно ни было, он какой-никакой конкурент в борьбе за власть. Он харизматичная фигура все-таки. Ситуация Рубена – это совершенно трагическая. И это абсолютно ужасно, потому что это тот редкий тип человека, который точно не заслуживает попадать в такую ситуацию, а исходя из его потенциала, его мозгов, его возможности что-то делать, мир просто еще и теряет очень много полезного, очень много хорошего, что он мог бы сделать. Потому что он же полностью переключился в последние годы на какие-то попытки внести в мир добро, так как он его понимал. Я, честно говоря, совершенно не понимаю, что в этой ситуации делать, потому что нет никого на этом свете, кому интересно, чтобы он вышел из тюрьмы. Для Европы после чудовищного, на мой взгляд, скандального расследования про Ландромат, если помните, он не интересен, потому что то ли он украл, то ли у него украли. Для Азербайджана он враг. Для Армении – конкурент. Для России – отработанный ресурс, который в когорту никогда не входил и вообще слишком много себе позволял. Нет кого-то, кто сейчас бы занялся этим вопросом. А вот удивительно оказывается, что если ты хорошо понимаешь в бизнесе, это совершенно не значит, что ты сможешь ориентироваться в политике. И это касается довольно многих крупных бизнесменов. Более того, если ты хорошо понимаешь в бизнесе, тебе значительно сложнее ориентироваться в политике, потому что политика не про бизнес. Бизнес про сотрудничество, бизнес про выгоду. И там ты считать должен хорошо. Нет, абсолютно. В политике тебе не надо считать. Политика – это искусство коммуникации. Политика – это способность обеспечить себе альянсы. Огромное количество людей, посмотрите, Ходорковский, великолепный бизнесмен. Вот что ни говори, Ходорковский мог бы в свободном мире, в нормальных условиях построить великолепный бизнес. При этом Ходорковский в политике просчитался на 100%. Да, там Майкл Калви. Что, плохой бизнесмен Майкл Калви? Майкл Калви довел плевую ситуацию, где нужно было тут же встать и уйти, потому что с шулерами не играют. Довел до посадок своих людей, до попадания самого себя в тюрьму и до потери всего бизнеса. Подождите, но в таких конструкциях, как, например, Российская Федерация, никакого свободного бизнеса быть не может. Ты или работаешь с властью, или у тебя начинаются проблемы. Во-первых, точно мог быть. Приведите пример. Тройка «Диалог» до 2004-2005 года. До 2004 года там и газеты могли быть независимые, и радиостанции. И очень многие бизнесы, которые не имели прямого отношения к ресурсам,
они очень долго сохраняли, и, возможно, сейчас многие сохраняют независимость. Там пирожки в Самаре, я думаю, сейчас вполне могут быть независимыми. Я думаю, что если владелец пирожков в Самаре скажет что-то против «Единой России» в Самаре, у этих пирожков будет очень короткий срок. Я говорю, бизнес независимый, я не про политику сейчас. Так об этом же и речь. Ты, как бизнес, должен проявить лояльность государству. Не говорить, что ты против «Единой России» – это не проявление лояльности. Это проявление лояльности. Хорошо. Давайте договоримся о терминах. Скажем так, производитель пирожков в Самаре, ему достаточно не говорить, что он против «Единой России», чтобы быть независимым бизнесом. Это проблема с точки зрения свободы бизнеса и свободы слова? Для меня проблема. Для многих производителей пирожков нет. Ну, тут зависит от характера, конечно. Абсолютно. Вернемся к началу. Мог ли вырасти независимый бизнес, который бы свободно выражал свою точку зрения? Мог и вырастал. Вот смотрите, когда Рольф начали уничтожать, вспомните. Это было вокруг 2014 года. Или даже позже. Вот, пожалуйста, да, значит, до этого момента. Сергея Петрова я отлично знаю. Вы, наверное, его хорошо знаете. Это чудесный человек совершенно. Ну, я о нем знаю из прессы. Я его знаю лично, и он точно уж, так сказать, был совершенно независим. Если бы он был моим клиентом, вы бы сейчас мне очень сильно испортили ситуацию, потому что я не имею права говорить, кто мои клиенты, естественно. Но вот, пожалуйста, до этого времени такой большой, хороший бизнес мог развиваться. Много строительных бизнесов развивалось достаточно независимо и хорошо развивалось. Тинькофф, вот вам пример. Вот скажите, Олег Тинькофф, как он сотрудничал с государством? Я очень хорошо знаю его бизнес, его банк. Потому что я руководил конкурентом в свое время. И мы на них смотрели не то что в бинокль, в лупу, чтобы понимать, что происходит. Какое там сотрудничество с государством? Иностранная модель, очень хорошо внедренная, иностранный менеджмент. Банковскую лицензию они получили, то банковскую лицензию несложно было получить. У нас была лицензия, пожалуйста, мы делали это. Капитал ни на копейку не дутый, это вам не Уралсиб. Все абсолютно честно и чисто. И его не атаковали, и ему дали развиться в мегабизнес абсолютно спокойно, при том, что он все время говорил что-нибудь, он очень громкий всегда был. Никогда, так сказать, не был лоялен, никогда не стоял по стойке смирно и никогда никого не прославлял. И это чуть ли не до 20-го или до какого года продолжалось, чуть ли не дальше. Можно было, как видите. Много было про Крым заявлений Тинькова? Еще раз. Значит, я, во-первых, не знаю, какие были заявления. Вот Тинькофф вообще, он мог бы заявить что угодно, я его знаю хорошо. Олег разные вещи заявлял. Во-первых, мы не знаем, что он думал про Крым. Не заявлял, значит, не знаю. Во-вторых, еще раз, мы возвращаемся к пирожкам в Самаре. Если ты не заявлял про Крым, то мы точно знаем, что можно было построить бизнес. Если ты заявлял, я просто не могу сейчас сходу придумать пример. Но вот я, например, заявлял. У меня огромные статьи в Карнеги выходили по этому поводу. И я жил в Москве до 2019 года. И никому не приходило в голову ко мне прийти и сказать, что ты не так делаешь. И более того, году в 17-м или 18-м вдруг неожиданно ко мне пришли с предложением пойти в рабочую группу при Медведеве. Я бы сказал, чур меня, Бог с вами, так сказать, вообще отойдите, вот, так сказать, истинный крест, да, я, так сказать, святой водой окроплюсь. Но тем не менее. И Ксения Анатольевна сперва предлагала мне стать руководителем ее штаба, а когда я отказался, публично объявила, что я согласился. А я еще раз отказался, естественно. А она что? А она больше не объявляла, что я согласился. И разговора никакого не было? Нет, ну почему? Мы с ней даже после начала войны, было большое интервью, она у меня брала. Не-не, мы с ней в хороших рабочих отношениях. Она делает свой бизнес, я понимаю, у каждого свой бизнес. Но считаете ли вы, что люди, которые заработали свои большие средние деньги в России 90-х нулевых, когда много было вопросов к тому, как эти деньги зарабатываются, и с кем в сотрудничестве, и с кем в аффилиации, что эти люди имеют право, вывезя, очень рада за них, что они вывезли свои капиталы за границу, высказываться по поводу России и каким-то образом комментировать ее сегодняшнее развитие? Во-первых, я считаю, что люди не делятся на тех, кто заработал в России, кто заработал не в России, тех, кто заработал в 90-е и не в 90-е. Они делятся на тех, кто заработал честно и нечестно. И в 90-е годы зарабатывалось очень много честных денег. И в 90-е годы зарабатывалось очень много нечестных денег. И я знаю, вот в Лондоне люди живут, которые украли и сбежали. И в Лондоне люди живут, которые заработали в 90-е годы, в том числе очень честно и великолепно живут в Лондоне, тоже уехали. Поэтому я бы, во-первых, категорически не делил людей таким способом. Во-вторых, что касается права высказываться. Я вообще считаю, что право высказываться есть у всех. Заработал, украл, сбежал, остался, режешь младенцев, не режешь младенцев. Право высказываться у тебя есть. Потому что у людей есть право слышать или не слышать. Если, там, например, вы считаете, что, не знаю, Андрей Бородин, так сказать, украл денег и сбежал из Банка Москвы и теперь живет в Лондоне, и он не имеет права высказываться по поводу России, так не слушайте Андрея Бородина. Что за такая странная идея, что вы должны обидеться, что Андрей Бородин, украв деньги, высказывается про Россию? Нет, это вообще институт репутации называется. Нет, так еще раз. Есть много людей, которых я не буду слушать. Я не хочу ограничивать их право высказываться. Хазин, вот, пожалуйста, пусть Хазин говорит.
Я его точно не буду слушать, потому что он несет параноидальную шизофрению. Но он имеет право это делать. Ну, пускай делает, в конце концов. Почему я должен ограничивать его право высказываться? Но когда к вам приходит инвестор и говорит, я хочу инвестировать свои деньги с вашей помощью, вы проверяете чистоту этих денег? Вам это важно? Мы превратились в компанию по проверке чистоты денег в реальности. Вау. И не потому, что мы такие, а потому, что вокруг нас все институты это делают. Мы же не можем взять в карман его деньги и там их инвестировать. Его деньги попадут в банки, к брокерам, в депозитарии, к администраторам. И все эти игроки, а мы стараемся работать с игроками топ-нотч, да, там, глобальными, крупными, чтобы ни в коем случае не пострадать на проблеме у такого игрока. Все эти игроки, они, во-первых, на слово «русский» делают стойку моментально, а некоторые падают в обморок. А во-вторых, они связаны очень жесткими нормами комплаенс. У нас был свой отдел комплаенс долго. В какой-то момент я сказал: нет, ребят, вы не понимаете, что вы делаете. Теперь вы будете называться контркомплаенс. Вы заняты не тем, чтобы делать комплаенс на наших клиентов. Вы заняты тем, чтобы помогать нашим клиентам делать комплаенс в институтах. Потому что мы встречаемся вот с этой вот блокадой, с очень жестким барьером. И это очень тяжело для нас и стоит большого количества разбитых пепельниц. И, с другой стороны, это очень легко для нас. У нас только очень чистые деньги, кристально чистые. Это в том смысле, что когда к нам приходит инвестор, он может не опасаться, что из-за какого-то другого нашего клиента деньги арестуют, заморозят или будет расследование. Потому что мы уже такой дистиллят сделан, что к нам невозможно придраться в принципе. На случай глобальной нестабильности, в чем бы вы советовали хранить деньги? На случай глобальной нестабильности я бы советовал денег не хранить. Потому что глобальная нестабильность... Золото сразу покупать? И золото не хранить. Глобальная нестабильность – это когда кусок золота покупает батон хлеба. Глобальная нестабильность – это вещь, при которой вы не можете выиграть за счет активов никак. У меня бабушка была в эвакуации, пока там мой дед воевал на фронте, в селе под Казанью. Все, что они с собой увезли из Москвы, им хватило на неделю на пропитание. Я думаю, что не надо хранить деньги на случай войны. Деньги хранят на случай мира. На случай войны надо хранить свои руки, свою голову, свою способность пойти работать, свою способность как-то прокармливаться деятельностью, свою возможность перемещаться, уходить от ужаса войны, если вы не идете воевать на фронт, уехать куда-то, говорить на иностранном языке, если вы приехали найти работу, потому что у вас есть этот язык. Вам ничего другого не поможет. Куда приехать, кстати, вот тоже вопрос. Нужно найти какой-то этот остров безопасности. Знаете, мы с вами переходим в жанр научной фантастики, Конечно. Если хотите. Давайте перейдем. Хочу. Но я хочу дисклеймер. Это жанр научной фантастики. Мы с вами можем вспомнить опыт мировых войн. Латинская Америка в мировых войнах не участвовала. Канада участвовала очень опосредованно. Я думаю, что если уж мы фантазируем с вами, то в рамках новой мировой войны Канада, думаю, тоже особо участвовать не будет, разве что будет что-нибудь поставлять на территорию военных действий. Вот вам, пожалуйста, так сказать, большие регионы. Если вы знаете испанский, например, или французский, вот вам, так сказать, выход. Австралия. И Новая Зеландия. Новая Зеландия. Они будут, понятно, на чьей стороне они будут в Третьей мировой войне, естественно. Там скорее риск, чем в Латинской Америке китайского вторжения, например, но все равно недостаточно далеко. Поэтому, вы хотите совет на случай Третьей мировой войны, давайте посмеемся. Вот Латинская Америка, Канада. А вы об этом не думаете? Нет. Но, тем не менее, в 2020 году вы уехали из России. А в каком году вы вышли вообще из всех связанных с государством бизнесов в России? У меня никогда не было бизнеса, связанного с государством. Не своих, а тех, где вы работали. Я ушел в 2009 году из Ренессанса. И мой-то бизнес в Ренессансе тоже не был с государством связан. У нас денег государственных не было. У нас были деньги частных клиентов, вот на байсайде у меня. И ресерч я не выпускал, так сказать, если кто досмотрел до этого места. Это селл-сайт делает, а не байсайд. В 2009 году я оттуда ушел, мы сделали инвестиционный банк свой с партнерами. Решили, что мы ничем не хуже, Россия, может развиваться сейчас после кризиса и так далее. Но единственная наша попытка подружить с государством в этом банке была то, что мы съездили в гости в Роснано, приехали оттуда после большого разговора, сели в нашей переговорной, и не я, а мои ребята, которые, всегда были ковбоями, которые всегда хотели зарабатывать, сказали: no way, с этим мы не работаем. Объяснили, почему? Вам надо объяснить? Да. Потому что они посмотрели, что предлагается, и посмотрели, что там делается. Мои люди никогда не воровали. Мы могли быть хитрыми, мы могли играть на бирже, мы могли придумывать комбинации, но мы никогда не воровали. Я помню, как я одному своему знакомому, которого обанкротилась его компания инвестиционная, потому что, как оказалось, все у него воруют. Я ему объяснял, что они у тебя все воруют, потому что ты их учил воровать у других. Не то, что мы такие честные. Просто я прекрасно понимал, что если мы хотим успешную компанию, то мы не должны воровать, потому что иначе проворуют компанию наружу. Украдут все, что в ней есть. Поэтому, люди категорически отказались. Мы работали с частными бизнесами.
В конце 2013 года мы сели, сделали ресерч для себя и поняли, что нефть будет дешеветь и рубль будет падать. И надо продавать инвестиционный банк, потому что мы не выживем. А тогда в России была еще очень популярна. Россия была на пике в 2013 году популярности. И мы сравнительно легко продали банк англичан. А потом был Майдан, а потом был 2014 год. И мы, так сказать, крутили головой и думали, чего делать. А в 2015 году я сделал вот, так сказать, компанию, которая есть сейчас, Mavchance Group. И эта компания изначально делалась не в России. И эта компания изначально инвестировала не в Россию. Почему? А потому что я считал, что рынок бесперспективный абсолютно. В 2014 году вы это понимали? Ну, конечно. Я это писал тогда, что это бесперспективный рынок, что он плохой. Не потому, что я там, так сказать, не люблю страну, а потому что риски высокие, высокая себестоимость, низкая эффективность, падает производительность, система экономического развития страны не способствует развитию рынка нормального. Я людей Майкла Каллоуи в этом пытался убедить безнадежно совершенно в те годы, что нельзя так. Да, такой экспозиция очень опасен. Кстати, вот почему ваш пример инвестиционного частного фонда не стал примером масштабирования или подражания никого вокруг в России? Почему вы так и остались? Во-первых, стал. И после 2015 года к нам, мы же делали, в общем, с партнерами, делали для себя компанию по управлению нашими деньгами. К нам очень быстро стали приходить инвесторы. Потому что идея инвестировать не в Россию тогда уже была достаточно популярна. И, кроме того, достаточно много игроков стали делать тот же бизнес, не только мы. И люди уходили в частные банки со своими деньгами, частные банки инвестировали глобально для них. Из России вообще был дрейн. Собственно, что остановили западные санкции? Вот этот вот money drain, когда простой бизнесмен, у которого есть несколько миллионов долларов, который до 2014 года, до 2011 и немножко до 2014 инвестировал внутрь России радостно, после 2014 стал инвестировать за рубеж. Этого было достаточно много. Но есть такая вещь, как FOMO, да, мы это называем в Англии, Fear of Missing Out. Ты живешь в стране, здесь много нефти, нефть дорожает, много денег, много людей, Москва хорошеет, конкуренция низкая, ставки высокие. Как можно не проинвестировать сюда? Ты, более того, ты не говоришь по-английски, например, ты говоришь по-русски. Да еще у тебя на местном уровне какие-нибудь связи образовались. Ты там знаешь вице-губернатора, ты понимаешь, как с этим работать. Да еще ты здесь вырос и здесь родился. Еще все вокруг говорят, да ты что, сейчас вот будем строить жилую недвижимость в Ханты-Мансийске, например, там маржа 30%, 40%. И дешевые деньги государство дает, ипотека льготная. Fear of missing out. У вас такое было? Нет. Почему? Я циничный. В 2020 году вы все-таки уезжаете. Почему? Но мы давно собирались уехать, это просто был длинный процесс. Моя старшая дочь в 2014 году собрала чемоданы с мужем и сказала, нет, все, и уехали в Израиль. Вот они живут в Израиле, в Иерусалиме, врачи, уважаемые люди там, и она, по-моему, с тех пор один или два раза приезжала только в Россию. Считается, что если ты иммигрант и уезжаешь с профессией, то ты теряешь 10 лет карьеры. Если ты иммигрант и уезжаешь с чем угодно, ты много теряешь. В любом случае. Мы много потеряли, уехав. Я много потерял, уехав. Безусловно. Мы уезжали не потому, что мы приобретем. Это не было колбасной иммиграции. А почему вы уезжали? По двум причинам. Одна спот, другая форвард. Спот-причина была, что мне как-то очень душно стало. И вот как-то во всем. Неприятно как-то. Да, вот эти огромные черные машины, эти пробки на 3 часа, потому что едет начальник, эти мигалки, эти покупки номеров, с которыми можно проезжать там без гаишников. Ну, это и в 90-е было. Не так. И в 90-е годы, честно, вот я для себя могу сказать честно, даже после дела Ходорковского, наверное, до Грузии у меня была иллюзия, что мы двигаемся в правильном направлении. Что вот, так сказать, это переходный период, что все это должно сорганизоваться, структурироваться, что образуется, что появятся законы, что тем же олигархам нужны законы, что власти нужны законы, что страна превратится в страну, в которой многое лучше, чем на Западе, потому что на Западе далеко не все хорошо, а то, что сейчас плохо, будет как на Западе. Честно, вот до грузинской кампании я честно думал, что такой шанс большой. После 8-го я и очень многие люди вокруг меня сказали, надо уезжать, надо подумать, как это правильно сделать. После 14-го это превратилось просто в надо уезжать. И дальше уже этот процесс, в зависимости от того, как он у кого складывался, кто как для себя формировал что, он происходил раньше или позже. Мы, как родители, уехали позднее, наши дети уехали раньше нас. В 2023 году вы отказались от российского гражданства. Да. Почему? Смотрите, я воспринимаю гражданство в некотором социальном смысле для себя. Не как подданство, а как гражданство, связанное с позицией. Угу. Я большую часть своей взрослой жизни провел в России. Большую часть своей взрослой жизни я тем или иным образом отстаивал некоторую свою позицию. Я считаю, что
демократия – это очень плохо, но лучше всего остального. Я считаю, что экономика должна быть либеральной, я считаю, что власть должна быть сменяемой, я считаю, что взаимоотношения должны строиться на взаимодействии, а не на борьбе. Я считаю, что судебная система должна, так сказать, работать эффективно и в соответствии с законами. Я такой, так сказать, если хотите, либеральный демократ, очень при этом правого толка. То есть, вот если бы я сейчас был в Америке, я был бы жестким республиканцем. Трампистом все-таки. Если бы я там сейчас в Британии решил голосовать, например, я, наверное, на следующих выборах уже буду голосовать. У вас британский теперь паспорт. Я думаю, что скоро будет. У меня ILR есть, соответственно, скоро будет британский. Так что у вас, по-моему, киприотское гражданство? Да, так и киприот. Я бы в Британии голосовал, наверное, за реформ сейчас, но при этом я либеральный демократ, только правый. И я очень много об этом говорил, писал и пытался что-то строить в России, в том числе для свободных рынков ценных бумаг, в которых я понимаю. Мы очень много инвестиций из иностранных привлекали в Россию. И у меня было ощущение, что люди в России не являются либеральными демократами по необходимости. Ну, власть как бы заставляет или жизнь заставляет. А вот дай им власть и жизнь соответствующую, и это будет либеральная демократия. Но мы с вами видим, что это не так. Мы видим, что основная масса населения России совершенно с этим не согласна. Это их право. Я не хочу судить этих людей. Их право выбирать, как жить. Но когда там, я вижу на выборах, например, что Владимир Владимирович Путин получает, там, не знаю, 70% голосов, больше 80. Или больше 80, я прекрасно понимаю, что, наверное, часть этого фальсифицирована, но ты не можешь из 20 сделать 80. Ты можешь из, там, не знаю, 60 сделать 80. Я, например, категорически против этой войны. Я считаю, что война, которую начала Россия, да, это не секрет, что ее начала Россия, эту войну не надо было начинать, ее нельзя было начинать ни в коем случае. Но мы видим, какое большое количество людей в России поддерживает эти действия сейчас. Не хочу, опять же, судить, я не хочу deliberate о том, почему они это делают, говорить, что они очень плохие и это делают, но они это делают, они поддерживают. Они контент с тем, что происходит. Да? И до всякой войны, в 2020 году, для меня, в общем, было понятно, что мои взгляды не совпадают со взглядами большинства. Мы много лет пытались убедить большинство. Я в том числе. Почему ошибка? Мы сделали то, что могли. Мы пытались убедить этих людей, мы пытались убедить большинство. Ну вот смотрите, я думаю, что трудно переоценить ваш личный вклад в то, как экономически стабилизировалась и похорошела Россия во всех смыслах. То есть очень многие люди, не глупые, одаренные, честные, делали многое для того, чтобы экономическая ситуация в России была такой, чтобы людям не надо было думать, в том числе о завтрашнем дне. Ну, то есть вот личное жилье, возможность получения регулярной зарплаты, все то, что казалось в 90-е просто несбыточным. И на фоне этого подаренная иллюзия возвращения Советской империи. Мой вклад, на самом деле, очень легко переоценить, потому что основной вклад в это внесла нефть. И вы помогали? Я помогал, и помогали миллионы людей. Я не хочу сказать, что вы единственный во всем виноват. Нет, я просто говорю о том, что... Почему виноват? Я, конечно, виноват, только в другом. Мы, конечно, помогали. Это построенный рынок ценных бумаг, и структурирование финансовой системы, и приведение иностранных инвестиций. Все, конечно, очень помогало, естественно. Но в массовом сознании совпадают вещи не кросс-темпорально, не то, что вот было плохо, мы сделали, и стало хорошо. А они совпадают горизонтально во времени. Когда хорошо? Когда Путин. Когда хорошо? Когда расправились с олигархами. Когда хорошо? Когда былое величие восстанавливаем. Когда было плохо? Когда эти либеральные демократы старались что-то построить. Психология работает загадочным способом, к сожалению. Потому что перестройка перестал крах. Очень многие люди многое потеряли в 90-е. Объяснить им, что они на самом деле это потеряли в 70-е и просто до 90-х годов не понимали, очень сложно. То, что произошло в 90-е во власти, было чудовищно. Да? И залоговые аукционы, и коррупция, и местничество, и нарушение законов. И оттуда идет традиция уголовного преследования неугодных и так далее. Объяснять им, что это никак не связано с либеральной демократией, что это как раз против либеральной демократии, что это эксцесс пережитого, очень сложно. То, что произошло в нулевые года, когда экономика резко стала расти, потому что стала расти в цене нефть, объяснить, что это связано не с новой властью, а новая власть много сделала для того, чтобы это было хуже, а связано с ростом цены на нефть,
очень сложно, потому что они видят эту власть, они видят порядок, они видят, что бандиты ушли. А почему бандиты ушли? У власти появились деньги для того, чтобы стать бандитом самой. Но власть как бандит незаметна людям таким образом. Она не ездит, так сказать, в спущенных трениках, в мерседесах и не стреляет. Власть по-другому себя ведет, как бандит. Наша ошибка огромная была в том, что мы не понимали, что это тяжело объяснить. Люди, которые это понимали, думали, что это очевидно. Наша ошибка была в том, что мы думали, что огромная масса людей стремится к предпринимательскому подходу, стремится что-то сделать, стремится к активной позиции. Оказалось, что огромная масса людей стремится, и на Западе тоже, кстати, не только в России, стремится получить гарантированно что-то. И верить она будет тому, кто гарантирует, даже если не выполняет. А тому, кто придет и скажет: идите, берите, работайте, делайте, каждый из вас может достичь, она не будет верить. Потому что они в себя не верят, люди в основном. Они не хотят достигать, они боятся этого. Мы этого тоже не понимали. Поэтому мы как бы строили не для них и убеждали не их, убеждали во многом сами себя. И разговор вели сами с собой по этому поводу. И в конечном итоге, когда стало понятно, что слушать никто не хочет, а хотят люди твердую власть, гарантированное распределение, понимание, что сосед не богаче, потому что завидно, я решил, что окей. Да, это право страны, право социума на самоопределение. Это проигрыш Я его ваш? уважаю. Безусловно, конечно, проигрыш. Но надо уметь достойно проигрывать. Я ушел из страны, я ушел из гражданства. И, в общем, открыто всем говорил об этом. У меня там была статья какая-то, которая даже попала в мою книгу 2015 года, где я отвечал на вопрос подростка. Подросток спрашивал, действительно написал письмо, что мне, так сказать, делать, чему готовиться, где жить. И тогда писал, что ты молодой, уезжай, не бери на себя ответственность за своих детей, которые останутся в России. Уезжай. Но все же не могут уехать. И что? Я должен из этого какой вывод сделать? Я сочувствую многим людям, которые сейчас живут в России вразрез со своими убеждениями. Те люди, которых устраивает то, что происходит в России сейчас, у них все в порядке. В России сейчас нет голода, нет холода, люди нормально зарабатывают. Я думаю, что не даже больше, чем все в порядке, а стало лучше. У большой части не стало, конечно, но у многих стало лучше. И точно эти люди, если все соответствует их убеждениям, то им ничего не надо делать, с ними все в порядке, с ними все нормально. Я далек от мысли, что завтра обрушится экономика России и все умрут. Те люди, которые живут в России вразрез со своими убеждениями и мучаются из-за того, что, скажем, они не могут свободно говорить, они не могут нормально общаться с свободным миром, условно говоря, и так далее, я им очень сочувствую, но, опять же, это вопрос, а чем они готовы пожертвовать. И многие живут в России, потому что они не готовы пожертвовать, например, 90-летней матерью или отцом, которые живут сейчас в России. Да, они этим не готовы пожертвовать, да, они принимают на себя... Но это огромная жертва. Если человек не может пожертвовать стабильным рабочим местом, привычками, это другое. Значит, они принимают на себя этот выбор. Значит, для них стабильное рабочее место важнее, чем их свобода слова или свобода движения, или возможность дышать. Да? У каждого свой выбор. У меня есть очень хорошие друзья, к которым я очень хорошо отношусь, которые остались в России и живут в России. И прямо говорят, потому что нам, так сказать, никто не заплатит такой зарплаты за рубежом, у нас 3 детей, нам их кормить. А здесь мы, так сказать, нормально устроены, нормально зарабатываем, делаем полезное дело, мы не на государство работаем. Они там детей учат в школе. И стараемся учить, говорят, тому, что надо, а не тому, что сейчас нам втюхивают. Там в каком-то разговоре этот, так сказать, мой приятель договорился до того, что я вообще тут с детьми, как Януш Корчик. Я говорю, знаешь, Янушу Корчику не предлагали с детьми в Америку уехать, в отличие от тебя. Но вот такой вот Януш Корчик своеобразный, современный. Но это их выбор, да, что сказать. Каждый имеет право на выбор. Я выбрал что-то свое, они выбирают что-то свое. Это было серьезное для вас решение отказаться от гражданства? Сердце не рвалось? Абсолютно нет. Еще раз, да, ведь я отказался от гражданства не в знак протеста. Мне не против чего протестовать. Я вышел из игры. Так, знаете, как уходит с вечеринки, которая, на ваш взгляд, зашла не туда. Но это очень тяжелый процесс, он сложный бюрократический выход из гражданства. Нет, абсолютно нет. Россия очень легко отпускает своих сыновей. Я собрал там 3,5 бумаги, отнес в посольство. В посольстве все невероятно вежливы, предупредительны. Очень все, так сказать, быстро. За 4 месяца мне прислали бумагу, что я больше не гражданин. И вот еще раз, да, я хочу, чтобы вы, раз уж вы спрашиваете про меня, я хочу, чтобы вы поняли. Это не демарш, это не протест, это не попытка борьбы. Мы боролись за наше видение России. И боролись как умели. Я писал, говорил, убеждал. Я не сумел убедить. И россияне решили жить по-другому. До всякой войны. Война – это просто продолжение этой другой жизни. И я ушел. Потому что это не та жизнь, которой я хочу жить, и не та жизнь, которую я хочу для своих детей. И я ушел, и, по идее, мне надо было все свое забрать и все чужое оставить. Паспорт был для меня чужим в этой ситуации, я его оставил.
А как вы ответите на претензию, заключающуюся в том, что, во-первых, страна вас кормила, учила, бесплатное образование давала, а во-вторых, вы деньги свои в стране заработали? Отлично. Я отвечу на это, что это полный булшит. Во-первых, это я кормил страну. Все свои годы я работал, я не прохлаждался. С 2 лет в армии, которые я провел на опасных работах. Со временем... А где вы служили? Я служил в инженерных войсках в Иваново. Мы в основном занимались опасными работами. Как раз завалы какие-нибудь, бетон и так далее. 2 года рабского труда, честного. И каждый год, который я работал дальше в России, я жил на свою зарплату или на то, что я заработал от бизнеса, принося этим самым пользу. Я не воровал, я не приватизировал активы, я не участвовал в залоговых аукционах. Я не работал на государство, я не сидел на чиновнической должности. А те деньги, которые государство на меня потратило в университете, во-первых, это было ее желание меня принять. Я по конкурсу был принят. Во-вторых, я их купил в сотни раз за время своей работы. Я привел десятки, может быть, сотни миллиардов долларов, я не считал, в российские компании за время своей работы, иностранных. У меня почти 120 сделок сделано для российских компаний за время моей работы. Я заработал деньги, которые мне заплатили за то, что я делаю для России. И не чиновники мне заплатили, которые это могут говорить. Мне заплатили те, кто готов был платить, и иностранцы в том числе, которые были готовы платить за то, что я их деньги привожу в Россию, которая потом отобрала их предприятия и посадила их руководителей. Я сделал для России намного больше, чем она сделала для меня. Это плата за работу, это честно. Нечестной платы за работу не бывает. А вот теперь как? Вот вам 57 лет. Вы человек без родины. А что такое без родины? Я, во-первых, я еврей. Я человек без родины. У меня есть страна-убежище Израиль, я гражданин Израиля. Но родина – это такое для еврея такое понятие, знаете. Нам с детства рассказывали, где наша родина, поэтому мы привыкли, что ее нет. Не скучаете? По России нет. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Милосердие. А говорите, что вы циник. Я циник, потому что я инвестирую деньги. Никогда в жизни эмоционально не инвестировали? Нет. Иначе бы я их потерял. Но, например, я потерял большие деньги, давая в долг друзьям. Значит, вы не циник. Нет, я циник. Очень многие вещи, когда хочется, я не делаю с точки зрения инвестиций, потому что ум-то понимает. Тот же самый, например, fear of missing out – это страшная болезнь, это ни в коем случае нельзя делать. Свобода или стабильность? Свобода. Я предприниматель, какая стабильность? Родина или истина? Истина. Что будет дальше? Понятия не имею. Это же все распределение вероятностей. Мы с вами можем порассуждать, что более вероятно, что менее вероятно. Но когда вероятность 70/30, 30 – это огромная вероятность. Она может случиться очень легко. Поэтому мы с вами можем порассуждать, что более вероятно, что будет. Я с удовольствием с вами порассуждаю. Но сказать, что будет, я не могу. Я думаю, что достаточно много лет Россия будет выглядеть похоже на то, как она выглядит сейчас. Я думаю, что это поколенческий выбор в некотором смысле. Смена власти произойдет естественным путем. Никто из нас не вечен. Люди умирают рано или поздно. Мы не знаем, будет ли первая или вторая смена власти, или, может быть, даже третья смена власти точкой либерализации. Но точка либерализации, безусловно, рано или поздно наступит, потому что такие конструкты в современном мире ведут в экономический тупик. И в какой-то момент придется из этого тупика вылезать. Не скоро. Пока нефть дорогая, пока ресурсов много, пока Россия играет важную, заметную роль во внешней политике Китая, это все может держаться. Но рано или поздно вылезать придется. И вылезать может только одним способом – через либерализацию пространства, для того, чтобы система сама начала себя лечить. Когда-то это случится. Доживу я или нет, я понятия не имею. Хочется дожить и посмотреть, безусловно. Но уже я буду смотреть глазом стороннего наблюдателя. Ни помочь этому, ни помешать этому я не могу и не хочу.